Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Хогвартс Легаси. Давай создаем нового персонажа. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Надо же, уже сразу 5-й курс. А где первые 4? Ну ладно. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами, Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Почему тебе не сказали? Я вот тоже не в курсе. Почему сразу же на 5-й? Но он, видимо, забашлял просто. Вот и все. Он просто заплатил много денег, его сразу же берут на 5-й. Чего же ему диплом-то сразу не выдали, я не понимаю, раз уж такое количество бабла. Ладно, поехали. Начать игру. Угу. Выбор персонаж. А у нас славянская внешность есть? Понятно. Ну давай вот так. Допустим. Бен, на кого же он похож? Снова Прохор Шаляпин? Ты ли это? Ладно. А чем они отличаются? Блин-то, наверное. Ладно. Очки. О. Ну, очки, ну ладно, пока без очков, но потом тут одежду можно будет сменять и не одевать вообще, хотя она будет считаться одетой. Ладно, дальше. Прическа. Югенство, мистер. Это что такое? Понятно. Прям это как он. Какой-то Beastie Boys вообще. Ну да, точно мужчина. Это Плейсиба, что ли, вокалист? Да просто вот, давай так. Шрамы. Ну, я не знаю, на 5-м курсе, по идее, у него должны быть уже какие-то шрамы. Хотя он, наверное, не обучался еще. Да давай без ничего. Веснушки, родинки. Вообще без веснушек. Зачем нам посредники, правильно? Состояние кожи. Она типа и к идеальной ближе. Что меняется? Ладно. Поставим по дефолту. Что там, на двоечку, да, по-моему? Ай, ладно. Давай вот сюда. Привет. Оно же hello. Цвет глаз. Да, в принципе, также можно оставить. Цвет бровей. Все, так, да, давай по дефолту все. В принципе, меня вполне все устраивает. Первый голос, второй. I'm eager to get to Hogsmeade. Ага. That was quite something. Да, решил купить игру. Почему бы нет? Выберите сложность. Тон голоса. Ну, короче, голос будет мужской, тон мы таким же оставим. Давай. Имя. Пускай будет так. А фамилия Гулис. Гулес. Вот так. Волшебник, волшебница. Почему волшебница на первом месте? Поехали. Похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, конечно, что у нас с вами было так мало времени на отработку заклинаний. Надеюсь, вы практиковались всех, что я вам показывал, да, профессор? Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то настолько быстро осваивал чужую палочку. Чужую палочку. Представляю, на что вы будете способны. Спасибо, профессор Фиг, в том числе и за то, что согласились позаниматься перед началом.
О, Элиазар. George. Джордж, рад, что ты сумел нас отыскать, хоть я и отписал тебе место весьма туманно. Мне не первый трансгенерировать непонятно куда. Короче, перемещаться. Хотя, признаюсь, сперва у меня была небольшая промашка. Я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энде. Юморист. Давненько мы же не виделись. Честно сказать, твоя сова меня изрядно... Элиазар, может лучше не здесь, а? Да, разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир в честь начала учебного года и церемония распределения. Отличная идея, если только твой протеже не против, что я за вами увяжусь. Not at all, sir. Ничуть, сэр. После вас. Давненько я не бывал в замке. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Летим в Хогвартс. Чё, какой будем выбирать? Этот, как его, факультет? Я думал, у него что, забыли коней нарисовать? А точно, он же это... Мы же... Магия! Магия! Кто-то в цилиндре был и исчез. Ну, это, наверное, злодей какой-то. Либо он за нами наблюдает. Тысячу лет Гарри Поттера не смотрел. Я рад, что застал тебя до отбывания в Шотландии. Ты едва успел. И кто же твой спутник? Новое пополнение. Новое? Yes, sir. Да, I'm сэр. Меня starting зачислили school на as a 5-й fifth курс. Как Как необычно. It is indeed. И впрямь, None никто of из the преподавателей faculties не ever помнит heard такого anyone being прецедента. admitted to Обычно в Hogwarts Хогвартс so late. поступает куда раньше. Мне тоже это новое. Of course, as Ну the и other поскольку у fifth других years would have пятикурсников been была honing their фора в magical skills целых for 4 4 года, years директор now, попросил the меня до headmaster начала asked me to занятий get our немного new student позаниматься up с to speed a новичком. bit before the term begins. Что ж, о лучшем наставнике и мечтать трудно. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Mr. Osric is Мистер prone to Озрик flattery. склонен к лести. Возможно, I это guess одна из it's one of the причин, по reasons которым он he's занял risen столь so высокий far at пост в the министерстве. ministry. Что-то немножко FPS просаживается. Ладно, еще посмотрим. Газетная статья о Ранкоре и восстании гоблинов. Да, никто не знает, насколько Ранкор опасен на самом деле. Ранрок. Мое мнение разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезная угроза. Причем именно твоя супруга, Элизар, еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Miriam. Мириам? Как так? Она написала мне о Ранкоре незадолго до смерти, спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я успел ей ответить, она прислала мне вот это, и это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Но ни записки, ни письма не было. Могу лишь предположить, что с ней нужно поскорее отправить что-то тебе. Видимо, чтобы это не попало к Ранкору. Я не могу его открыть. Футляр запечатан очень сильным заклятием. Похоже на гоблинский металл. Это символ. А что это за свечение? Я ничего такого не вижу. Да и я тоже. Ну, как обычно, у нас персонаж избранный, он видит какие-то определенные символы, знаки и так далее. Подсказки. Мерлинова борода. Как вы это... Стойте. Мы не знаем, что... Прикольно. Мидер взял полкарета, откусил. Прыгайте!
Это еще только начало. Ключ. Дайте руку. Эксо. А что у нас Эксо? А, Эксо это телепорт, по-моему, да? Ладно. Are you all right? Вы в порядке? You're hurt. Вы пострадали. Perhaps a bit. Самую малость. Take this. Возьмите It's этот wicked рябиновый well отвар, potion. вмиг That поставит stuff вас will на hit ноги. you in a second. Мужик, ты его видишь первый раз в жизни. Хватит бутылки с незнакомых людей брать. Еще и... Ай-яй-яй. Ладно, давай бухнем. Угу. Того у меня 3 осталось, What да? happened? Что произошло? Oh, George. Бедный Джордж, он в голове не укладывается. What the hell got into that Что только что нашло... А, что только нашло на эту тварь? Напасть на летящую карету. Ни один дракон не стал бы... Professor? Профессор? Sir, Сэр, где мы? where are we? I'm not sure. Не знаю, но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Portkey. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого, кто до него дотронется. Куда-то там. I'm feeling better, sir. If you Сэр, мне уже like to лучше. look Если around. хотите осмотреться, я с вами. I would. Да, пожалуй, но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал и для чего. Or why? Так, секунду. Надо звук, громкость диалогов чуть-чуть тише. Да вот так совсем. Да? Чтобы не перекрикивать их. Ладно? Прикольно. Как далеко забросил нас этот портал. Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета. Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, вон те руины, может быть. Портал должен привести нас туда, полагаю. Да, день оказался полон неожиданностей. Сейчас, подожди. Я уверен, что она теперь еще и Джордж погибли в поисках того, к чему должен был привести. Вот этот портал. Если вы точно в порядке, мы не против немного мне помочь. Я хотел бы осмотреть местность. Конечно, сэр. Отлично, попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Давай, сейчас еще эффекты потише сделаем. А вот это вот трунь прям по мозгам аж бьет. Вот, давай на половинку. Чуть вот так вот пойдете. Смотрите под ноги. Естественно. Как вы думаете, откуда у вашей супруги вообще этот портал? Хороший вопрос. Мириан много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Древней магии? Да, могущественной магии, которая была доступна лишь немногим, но, судя по всему, ее секреты уже утрачены. Ну, кстати, на геймпаде она поприятнее вроде играется. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем вы до сих пор что-то живете. Не знаю, где Мириам раздобыл этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поисков. А там внизу есть тропа. Сюда. Подожди. Ага. Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? Мириам хотела выяснить, как, насколько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, ее можно было обернуть во благо. Но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. Что это? Лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Откуда он знает, что тут тепло? Кто-то хотел преградить вам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. А что, мне уже сразу палку дают? Ну давай. Пиу. Разбили. Превосходно.
Так, некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещать своего персонажа. Ой, ладно. Это выбор цели и так далее. Подожди, давай тут поломаемся. Такие штуки. Но он сам автоматически цель захватывает. И стреляет, по сути, ну, вообще по всем объектам. И довольно-таки далеко. Жалко, по-старому не бьет. Спасибо, сэр. Чего? А теперь наверх. Старый, подсади хотя бы, что ли. Подожди, а как он сейчас вскарабкался? Ну-ка, анимация. Ага. Что-то в нем есть паучье. Сундук, о. Какая-то нычка. А что там в сундуке-то? А, вон, монеты, короче, были. Ну, то есть за монеты мы, наверное, будем что-то покупать, наверное, какую-то одежду там и так далее. Мы уже близко, осталось совсем немного. Ну, портал вот там, наверное, в разбитой этой часовне. Держитесь. Репаро! А в магазине можно так стеночку приподнять? Мы почти пришли. Подожди, старый. Не торопись. Тут же могут быть тоже сундучки. И вот, к примеру. Это что такое? Какие-то игрушечки. Ну, туда нельзя спуститься. Ну, вот еще монеты. Нихера, он резко поворачивается. А как бежать-то? Эй! Все, давай еще туда. Туда никак не заглянуть. Не, ну сделано красиво, как бы, правда. Есть глазу за что зацепиться определенно. Это Elden Ring только в стиле Гарри Поттера. Возможно. И, скорее всего, ну, хоть и разработчики уверяют, что в ближайшее время никаких DLC не будет, тут есть куда игре развиваться, как бы. Elden Ring, мне кажется, ну, как объяснить-то, но она немножко, это, как, ну, коридорная, что ли. А тут как-то, ну, не знаю, может быть, помесь этого, помесь какого-то открытого мира, типа, ну, не знаю, не ассасинов, наверное. Ну, ладно, мы посмотрим, как бы, кем будут заинтересовывать. На миникарте показано ваше ближайшее окружение, ваша текущая цель. Нажмите информацию о целях и заданиях. Хорошо. Но люди, которые уже играли в нее несколько часов, но мне туда, говорят то, что вполне как бы есть чем заняться, и это интересно. Профессор, это статуя. Возможно, это был его дом. То есть обычно у нас, когда открытые миры, да, как бы, ну, типа Horizon Zero Dawn, Forbidden West, неважно. Обычно, ну там сколько смертная просто. А тут прям говорят насыщенный мир, и все такое нас ожидает. Профессор, здесь что-то вроде барельефа. Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно. Причем эта игра скорее сделана вот прям для фанатов. Тут нет какого-то там прям жесткого экшена. Тут вот именно сделан для фанатов с любовью, короче говоря. Я думаю так. Я сам, ну, прям не прям лютый фанат Гарри Поттера, но мне нравится эта вселенная. Опять это зачарованный что-то там символ, да, по-моему, он сказал. А это что? Профессор Фиг.
Что, мы туда заходим? Старый, ты где? Давай-ка. Странно, для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть эта комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре с порталом. Кстати, игра еще выполнена в стиле Metroidvania. То есть нужно открыть способности, чтобы пройти дальше. То есть надо определенные моменты еще запоминать, где что находится. Либо большую часть игры сюжетно проходить, а потом уже открывать дальше. Ну, посмотрим. Годриково сердце. Где мы? В голове не укладывается. К стенке подошли, оказались в каком-то храме. Старый, ты куда меня привел-то вообще? Ну-ка, сбаться что-нибудь на клавесине. А, это, слушай, это ресепшн. Подожди. Сейчас я еще тут гляну. Мы сейчас поедем, короче говоря, вот на этой штуке. Я в рекламе видел, там прикольно. Тут персонаж не бегает. Он ходит медленно очень. Может, потом научат. Это банк? Здравствуйте. Я Гарри Поттера смотрел, по-моему, лет 10 назад. Я кое-что не... Ну, много чего не помню. Да какой? Библиотекарь. Ну, в банке работает. Не может быть. Минуточку. Там что, дрочит, что ли? Добро пожаловать в банк Гринготс. Гринготс. Вам нужен сейф номер 12. Именно. Ваш ключ. Портал вашей жены. Ах, да, разумеется. Это который в футляре был ключ, да? Прошу за мной. Держитесь рядом. После вас. Ну, даже таксиха приехала. Не высовывайте руки за край тележки, если не хотите их лишиться. Ну да. А то одна рука уедет без нас куда-нибудь вперед. Тележка, в ячейке номер 12. А сколько всего сейфов в Гринготсе? Сотни. Да вы и сами в этом убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы прямо под главным залом. Здесь расположены самые новые сейфы. И много в Гринготсе частых входов? Крайне мало. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные, или я бы даже сказал, влиятельные клиенты. Ля, как угарно. Советую что-то там. А. Это водопад смывает любые чары. Дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью воров. Просто слыхал. А здесь у нас сейфы нижних уровней. А далеко нам еще? Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринготса. После более 400 лет назад. Он находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее, путь предстоит не близкий. Окей. Мент. Номер сейфа. 12. Исторический день. Проезжайте. Бля, злой какой. А у него еще какой-то напульсник. Видимо, повязка дружинника. Я дружинник, вот повязка.
Случайно не тот, который за нами следил? Профессор, повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом. Нет, темнее. Также светится ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Где бабуля? Я за ней. Да-да. Самый старый сейф. Вот мы и на месте. А можно еще покататься? Когда этот сейф открывали в последний раз? Дежурные гоблины, представленные к этому сейфу, сменяются друг друга уже сотни лет. За это время сейф номер 12 не открывали ни разу до сегодняшнего дня. Там сундук был. Сейф номер 12. Благодарю вас. Вот, теперь сундук можно взять. Бля, ну чё он не бегает-то? Что деньги? Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Сам не знаю, сэр, вы не могли бы? Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Замуровали демона. Желаю удачи. Профессор. Да уж, неожиданный поворот. Дайте подумать, здесь наверняка что-то, пожалуй, Ревелио. Ревелио? Именно, проявляющие чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас сокрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Чик, чик. И теперь я управляю курсором на время. Что-то только что в банке открыл сундук с золотишком, все на Росаль, или я что-то не понимаю. Не знаю, подожди. Я вот только этот Ревелио сваливаю. Окей. Я выучил заклинание. Вон там что-то есть. Подойдите ближе, попробуйте повторить чары. А мне каждый раз надо будет вот это вот вырисовывать палкой? Или одного раза достаточно? Ну-ка давай, Ревелио, сейчас забацаем. Один раз достаточно. То есть ты для себя учишь, короче говоря. Ты для себя, ну, прописываешь, короче говоря, текстуру, короче говоря. Ну, букву R там, допустим. И потом уже она автоматически действует. Окей, хотя бы не душно. Уже что-то, здесь снова тот символ. Знаю, профессор, этот символ светится так же, как и футляр с порталом. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Введите. А я иду, что ли, первый? А чё это старый не идет? Банк обнес на глазах банкира по факту. Ну а чё он стоит лицом щелкой? Значит, такой банкир. Здорово, Альфа. Люмос. Я Люмос тоже хочу делать. Это непростой сейф. Подозреваю, что выбраться отсюда придется потрудиться. В каком смысле потрудиться? Думаете, это какое-то испытание? Да, но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгенерировать отсюда не получится. Трансгрессировать отсюда не получится, блин. Да, купил игру. Хогвартс Легаси, все так. Но дешевле, чем ты думаешь. Я тоже хочу, чтобы у меня палка светилась. Впереди что-то есть. Что там? Снова это свечение, но теперь на полу.
что, он куда-то дальше пошел? О. Ну, давай наступим. Люма. Что произошло? When I moved, Но стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно заклубилось вокруг меня. Are you all right? Вы в порядке? yes, sir. Да, сэр, в полном. You seem to have... Вы что-то сделали, и пол изменился. That statue. Это статуя. What statue? Статуя? I see Да, some не sort видит of он. statue. Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Я там... Да, рутрекер, я там за этот, как его, зарегистрировался. Сегодня там, кстати, выложили Atomic Hearts еще в этом, предрелизной версии. Но что-то пишет то, что она будет потом вскоре не работать, когда выйдет ну, официальная. Я должен, да, хорошо учиться обращаться с палкой, чтобы потом ее кому-то кидать, соответственно. Что надо сделать? Надо подойти туда? Вот по-любому сейчас этот рыцарь тут окажется наверху. There must be Но some... это отражение там явно не просто так. Так о чем мне Люмос? Ну на тебе. А, Ревелио. Полагаю, это ее отражение вы и видели. It is. Да, и оно по-прежнему на месте, вот только смотрят они в разные стороны. Wait. Погодите, когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Может вам применить Люмос? О, новое заклинание. Ну, давай. Чик. Чик. И вот так, оп. Все, вот тебе и Люмос. А Люмос, наверное, стрелка вперед, да? Вы изучили световые чары Люмос. Некоторые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Окей. Что-то трекер у меня не открывается, не понять, в чем причина. А ты подожди, такое бывает, то что сайт он не глючит, короче говоря, и надо просто, ну, подождать какое-то время, и он обратно заработает. Либо посмотри, может быть, зеркало какое-то есть, там еще что-то. Иногда бывает такое, то что этот сайт просто не открыть. Надо подождать там минут 20-30, и потом все работает. Советую, кстати, на нем зарегистрироваться, чтобы было проще заходить. Ну и качать всякое. Ну, если ты, конечно, не зарегистрирован. Удерживайте рты, нажимайте Y, чтобы использовать или отключить Люмос. Lumos. Well done. Ага. Now the reflection Отлично, повернулось. Теперь отражение повернулось ко мне. does follow. Оно и в самом деле реагирует на свет. А, мне надо не отходить? А, подожди, я иду вокруг рыцаря, и он встает. Вот тебе и Люмос. Бля, я помню эту песню. Берегитесь. Протега, это что, щит у нас? Экцо. Десцендо. Левиоса. Депульсио. Драка, да, началась. Слушай, а на Y это щит получается. Но они тут одного уровневые. Ай! Рубанул меня чуть-чуть. Подожди, это что, флешер, что ли? Теперь начался. Ай-яй-яй, я этого чела не заметил. И что делать дальше? Да, группа Озон, по-моему, она называлась. А, отразить атаки. Все, я что-то отвлекся немного. Ну-ка давай. Парирование, короче, меня учат делать. Слушай, да, прям боевка, как у слэшера. Ну давай. Опа. Так, чтобы уничтожить статуи, основное заклинание. Ну, я понял. Все? Они отстали. Держитесь поближе к профессору. Хорошо. Почему как Джон Вик?
Джон Вик, я знаю то, что перезаряжался хотя бы в фильме. В боевиках, кстати, не часто такое бывает, чтобы у нас в боевиках главный герой перезаряжался. Ну, в смысле, то, что у нее кончаются патроны там и все такое. Не, ну, в принципе, пока неплохо. Тут, то есть, помесь слэшера, Metroidvania, как бы, я понимаю то, что вот и в этой игре будет помесь слэшера, Metroidvania, ну и какой-то сюжетик такой. Сродни Гарри Поттеровским фильмам. Не так, чтобы сильно замученный, но для детей норм. Подростков, точнее. Professor Fig! Профессор Фиг. Professor, where are you? Профессор, где вы? This isn't good. Так, надо Люма вот эту, да, вот Люмас забацать. А где он? What's happening? Начало, да, норм. Как бы заинтересовывает. Волшебные огоньки куда-то ведут. Во время блуждания во тьме мы наткнулись на статую, отражение которой было видно только мне. Когда мне удалось выровнять статую относительно ее отражения, она напала на нас. Это типа пояснение задания, что ли? Ладно, пойдем старого искать. Слушай, а если тут побегать, возможно... понятно, тут эти статуи будут бесконечно идти. По-любому. Ладно, давай сюда. По-моему, у меня хилки автоматически применяются. Опять статуи? Ну ладно. Чик. Кажется, что там придется? Поменять отражение, точно. Не то. Так, Люмас, давай. Чик. Вот. А надо, чтобы они все трое, наверное, совпали, да? Или одного достаточно? Что, драться будем, не? Нужно сделать так, чтобы эти статуи совпали со своими отражениями. Хорошо. Вот один встал, давай его подождем. Сейчас он мечом бахнет. И на перекрестии вот этих вот трещин, по идее, должно... Ну, так, а что, он до конца не открылся еще? Вот как-то... То ли я... Да я, наверное, стою неверно. Все поднялись одновременно. Вот. Вот, на пересечении, да, лучей. Похоже, выбора нет. Придется сражаться, чтобы выйти. Так, парирование. Оп. Слушай, они быстрые. Блин, смотришь на одного, тебя второй лупит. Ладно. Главное, как во всех играх про магию, где есть, надо же не подпускать противника к себе. Это значит, ты плохой маг. Удерживать Y во время применения протего. Ну, щита, видимо, да? Чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон. Короче, она стреляет, потом раз парирование, и тут же бьет его. Ну, то есть контратака нужна. Я понял. Давай пробуем. Так давайте вы не все в одном месте будете, бля. Давай. Ай, не туда. Старина, давай. Оп, бам. Вот. Накурил я его. Да, бля. Я не могу за всеми сразу следить. Давай. Да, почему ты не туда-то? Отла. Ну давай. Вот, наконец-то. Ну, того, кого надо, ударил. Так, вот, давай помечаем цель. Какую? Вот это вот. Вот этот, наверное, меня хочет ударить. Ну, бьет другой.
Они лупят со всех сторон, но нужна только одна цель. А еще раз. Помечай. Да, камера-то поехала. Блять, вот как? Ну давай. А этот стоит вообще тупит, блядь. Зато бьют те, кто сзади. Я что-то не понимаю. Так бить по всем не получается, понимаешь? Они тебя... Ты цель наводишь на одного, но бьет совсем другой. Вот. Получилось. Вот урода, а. Вот я парирую одного, но бьет он по третьему вообще. Они тут же будут бесконечно так идти. Мне бить, пока не останется один. Да пошел ты в жопу, задолбались со своими целями. О, наконец-то. Блядь, все равно парирование не удалось. А почему он не бьет того, кого я парирую? Вот. Наконец. С горем пополам. Я просто так быстро не успеваю переключаться между врагами. Ладно. Что там? А, Люмос, да? Подожди. Последовательность. Lumos. Вот. Сначала выстрел, а потом на Y. Наконец-то. Бежать разрешили. Не сюда? Ну, боевки учат. Просто по идее, ну, боевки должны учить, когда у тебя не 5 против тебя врагов, а хотя бы там, не знаю, 1-2, чтобы ты успел переключаться. Ладно, может потом получше получится. Подожди, я пока ничего трогать не буду. Надо смотреться. Деньги. А если я под воду встану? Да. Наш этого даже не заметил. Ну, еще деньги. Короче, надо повнимательнее, чтобы деньжата поднакопить. И такое. Клизма какая-то волшебная. Вот вы где. Как вам? Что это за место? I don't know. Я не знаю, но вот это висело в воздухе над той чашей. Basin. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания.
Интересно. Крывает, не боится, а вдруг сейчас там дракон вылезет. Делайте, говорит, как я. Ну точно, надо первым делом туда не руку, ничего другое окунуть, только морду именно. Мужик ремонт делает. Двое. Все готово. Портал хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти? Невозможно это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, Персиваль. Мы вверяем тому, кто ступит на этот путь, могущественные тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз, и если мы правы, ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, тем самым докажут, что достойны и этого знания, и ответственности, которые оно возлагает. Мы сделали все, что смогли. Короче, способность мне от бороды досталась. What you're seeing. Так вот, что вы видите. Свечение, как вокруг них. Surrounded them. Yes, sir. Да, сэр. Astonishing. Поразительно. Can I see? Я что, вижу магию? Traces. Если точнее, следы древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена, но не сумела. Always believed existed. But could never. Miriam. And perhaps Мириам, а возможно и Джордж погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. Остававшиеся тайной. И похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Странно, только что тут все совсем... someone's coming. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю, но, сэр, вам сюда нельзя. Хозяин банка, что ли? Я был прав. Да, это Ранрок. Самый злодей, наверное. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто и никогда не посетит хранилище Рекхема. А что ты здесь забыл? Спокойней, просто дай мне то, что ты здесь нашел, и забудем былое. Сэр, у них ключ от сейфа. They have the key to the vault. Подумай хорошенько, что именно ты сейчас скажешь. I Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. quite clear. Sir, I must Сэр, я вынужден insist. настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ. А у вас его... Все, он его убил. Терпеть не могу предателей. Так о чем это мы? Это, короче, Дарт Вейдер. Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Быть может, твой юный спутник окажется позговорчивее. Жесткий мужик. А голем за нас, что ли, вот этот вот рыцарь? Или он хранитель банка вообще? Я знаю, как отсюда выбраться. Походу, голем сам за себя. Ну или кто это? Рыцарь какой-то. Оп. Телепортал в картине. Are you all right? Вы в порядке? Fine, sir. Да, сэр.
I've never seen so Впервые powerful сталкиваюсь с настолько могущественным гоблином. Моя магия на него даже не действовала. affected by my magic. Where are we? Где мы? It Не can't может be. быть. It seems those who Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, создал этот медальон и такой хитрый способ до них добраться. Хотели, чтобы кто-то с вашими способностями оказался в этом месте. Come. Идемте, нас еще ждет церемония распределения. Ну прям, музыка из Гарри Поттера. Красота-то какая, лепота. Ну, сам Хогвартс, он большой. Там прям можно часы проводить на изучении. Не говоря уже об открытом мире. Я смотрел там карту, она довольно-таки объемная, кстати. Ну, конечно, ну, не какой-нибудь там Far Cry, конечно, но все равно она большая. Oh, good. О, славно. Церемонию распределения мы еще не пропустили. I'm no expert. Не то чтобы я много вам в этом понимал, но кажется, так будет уместней. Now, А теперь нужно как можно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. they need to know what happened to Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем, и предупредить. I asked that you А пока я keep прошу вас никому не рассказывать о том, что мы с вами сегодня пережили. Of course, sir. Разумеется, сэр. Thank you. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения? Phineas, Nigel. Финиас Нельджелус Блэк. Мужайтесь, вам предстоит знакомство с директором. To meet the headmaster. Ну и имя у него, конечно. Fig. Фиг, все-таки не дошли до нашего... Что-то там. Церемония отбора уже завершилась. У нас возникли затруднения. Complications. Complications. Затруднения? It seems the Похоже, что ситуация с гоблинами намного... Довольно. Гоблины, слухи меня это не интересуют. Не испытывайте остатки моего терпения. If you're lucky, У нас еще есть некоторые шансы пройти распределение. this evening. I'll be in Поговорим в другой раз. У нас сегодня будет на ужин свиные жопы в сметане. Professor Weasley. Профессор Уизли, оказывается, мы распределили не всех. Добро пожаловать, вы как раз вовремя, присаживайтесь. О, надо же, ты постарше остальных, не так ли? Others, aren't you? You come here У тебя уже with есть свои предпочтения и предупреждения, некоторые ожидания. certain В Азкабан? expectations. Рано. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Ну, учиться давай. I'm looking forward to meeting Мне очень хочется поскорее познакомиться с профессорами и научиться в Хогвартсе всему, что там, что-то там. Хогвартс может немало дать усердным ученикам, а знания, полученные в классе, подготовят к трудным задачам и за стенами школы. In class will prepare you for challenges outside the classroom as well.
Любопытно. Я что-то чувствую в тебе, некую черту характера. Какую же? I detect something in you. С гнильцой, да, походу, A паренек? certain sense of... What Ну давай, is шляпа, it? что ты там чувствуешь во мне? Наверное, палочку он забыл вытащить из очка. Отвага, любознательность, верность, амбиции. Черта характера основная. Да блин, давай отвага, чё. Тяга к приключениям. Хотелось бы верить, что я ничего не боюсь. У тебя храброе сердце, не боящееся неизвестности. И еще я вижу готовность всегда идти вперед, даже в одиночку, если придется. Willing to forge ahead alone. Perhaps you Возможно, твое место в Гриффиндоре. Да, слабоумие и отвага. Главные черты персонажа. Церемония распределения. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Так он же сказал то, что мне в Гриффиндор. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. А, можно другое выбрать. Да давай, наверное, Гриффиндор, да? Погнали в Гриффиндор. Слабоумие и отвага. Джерси наш дом. better be... Пусть будет Гриффиндор. Ура! Ура, мать его! Бля, я думал, она сейчас штаны с меня снимет. За красных, короче, гоняем. За мясо. Спартак, печенен. Ах да, и еще кое-что. Поскольку прошлой весной во время финального матча по Квиддичу произошел несчастный случай, в этом году все соревнования отменяются. Заебись. Тихо, можно подумать, я запретил все полеты вообще, хотя еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Ой, рыжий. Я сказал, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Взял за стола, выгнал. Кто-то, может быть, даже поесть не успел еще. Свиных жоп сметания. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я, профессор Уизли. Будьте любезны сопроводить наше нежданное пополнение. Конечно, сэр. Так вот, я собиралась сказать, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя почетная обязанность как заместителя директора проводить вас в вашу гостиную. Нам сюда. А это мамка Рона Уизли, что ли? Или его бабулька? Бабулька, наверное. Начинать обучение сразу с 5-го курса крайне необычно. Уверена, что-то там мне не терпится начать. Помню, как сама впервые пошла в гостиную Гриффиндора. Вы были из Гриффиндора? Я до сих пор в Гриффиндоре. Но пароль я в юности вечно забывала. Пароль? Пароль? Пароль Грата Домум. Грата Домум. Входите. Я этот пароль тоже через 2 минуты забуду. Отлично. А теперь советую вам как следует выспаться. Завтра у вас очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, ваша первая ночь в Хогвартсе пройдет спокойно. Приятных снов. Ну, картинки показывают впечатляющие. Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Жди ты. Давай еще походим. Что-нибудь поделаем, может. Ну, то проснулся неизвестно где, и даже ничего не осмотреть. Но по чужим вещам определенно рыться нельзя. Ну, пошли, давай выходить тогда. Наверх или вниз? Как же пройти в гостиную? Ну, гостиная внизу, по-любому.
наверное, заблудиться можно. Вот гадалки не ходи. Вот, сундук какой. Замок, уровень 1. Мужик что-то подозрительно смотрит. Ладно, мне все равно сюда. Давай, давай, сейчас потише сделаем свет. Дин-дин-дин-дин. А где он? Ти-ти-ти-ти-тин. Режим даже дальтонизма есть. Не-не-не, можно. Как это? Нельзя убрать яркость. Подожди, ну где она? Так. Чуть-чуть полноэкранный, ла-ла-ла. Вертикальность, это поле зрения, глубина, зернистость. Нет. Угу. Это звук вообще. Не то. Тряска, дальтонизм, прицеливание, заклинание, левша. Режим для левшей даже. Охренеть вообще. Так, сейчас, секунду, давай перекур, короче говоря, я сейчас спрошу, как яркость убавить. Может быть, придется в главное меню выходить. Сейчас подойду.
Так, давай попробуем выйти в главное меню. Да, как раз тут неподалеку. Цвет помещения. Ну, может быть, я не знаю. Давай посмотрим. Ну вот Y настройки. Оконный. Нет, то. Странно, почему яркости нет? Видимо, она выставляется один раз при запуске и все. Ну, как калибровка изображения. Вот она, яркость. О, пойдет. Калибровка изображения это называется, а не яркость. Нынче. О. Так, ну давай, мне вниз по-любому. А, слушай, не сюда даже. То есть я должен был подняться на самый верх. Ну, короче, как я первый раз дошел. Подожди. За книжечка. А, это я думал, книжка какая-то валяется. Ну давай. Вот отсюда я спускался вниз. Сундук не открыть. Вот, пошли сюда. Когда начинаешь учиться в Хогвартсе, это странно. Короче, они что-то подозревают, то что я тут по блату пролез. Представьтесь Крисиде, представьтесь Гаррету, представьтесь Нелли. Да, а как мне к ней представиться-то? Тут прилично. Глобус могу покрутить. Ладно, давай сюда. Это кто? Задрот местный. Не знаю, что я делаю не так. Это же несложное заклинание. У меня должно получаться наложить его беззвучно. Почему не выходит? А, привет, добро пожаловать в Гриффиндор. Я Крисида. Приятно познакомиться, Крисида. Вчера вечером твое появление во время распределения привлекло всеобщее внимание. Еще бы немного, и ты опоздал. Это правда, что ты протеже профессора Фига? Ну да, допустим. Это не совсем так, но он немного учил меня перед приездом в школу. Досадно. Я надеялась, что он учил тебя накладывать заклинания без слов. А, так вот, что ты пыталась сейчас сделать. Да, но что-то не так. Когда я произношу заклинание, все получается отлично, а вот без слов ничего не выходит. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверняка тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Ну, давай, все получится. Надеюсь, если у меня получится, профессор Ронан будет в восторге. Буду тренироваться дальше. Неужели и правда так сложно колдовать без слов? Еще как, а если где-то ошибиться, результат может быть, скажем так, не лучшим. Однажды я пыталась без слов наложить депульсио на кубок в большом зале, а вместо этого заставила йоркширский пудинг профессора Шарпа прыгнуть ему в лицо. Он так рассердился. Юмористы, короче. А что, все ученики умеют применять заклинания без слов? Нет, что ты. В Хогвартсе начинают изучать заклинания без слов только на 6-м курсе. И многим это дается с огромным трудом. Я просто решила начать заниматься заранее. Ну ладно. Ну что ж, удачи. Рад был встрече, Крисида. И я тоже. Хорошего первого дня. Так, с ней готово. Кстати, одна и та же картина. Вон еще такая же. Ctrl-V, Ctrl-C, только где-то побольше, где-то поменьше они сделали. А как мне до этой падлы это достать? Ладно, пойдем другого найдем.
Ботаника. Чувак под солями отдыхает вообще. Ну-ка, орешки. Украдем немножко. О, мужики вообще не парятся, стоят, бухают прям в гостиной. Давай потрещимся. Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Самогончик местный, короче. Привет, ты должно быть новенький пятикурсник. Меня зовут Гаррет Уизли, рад знакомству. Да-да. Я слыхал о твоих приключениях по сути сюда. А, по пути сюда. Это правда, что с вами в карете был кто-то из министерства? Да, друг профессора Фига. Я не хотел сорвать нож в чужие дела. Жутко это дело, драконы. В общем, очень рад. Спасибо, Гаррет, я тоже. Профессор Уизли твоя родственница? Так и есть, она моя тетя. Ага. То есть они, короче, там все рыжие. Наверное, здорово. Должно быть тебе некомфортно, значит, ты можешь делать все, что захочешь. Ну, самогон он уже варит, как бы, так что, ну, должно быть тебе некомфортно. Давай, наверное, здорово. Как, когда твоя тетя... Тетя Матильда обращается со мной как с первогодком. Следит за мной в оба. Честно говоря, это угнетает. Хотя у нее благие намерения, и она невероятно сильная ведьма, всегда поддержит в трудную минуту. Приятно познакомиться, что у тебя в кружке. Ну-ка, ну-ка. Что он там пьет? Ты пьешь сливочное пиво на завтрак? О нет, я совершенствую рецепт, который придумал летом. И оно почти уже готово. Учитывая некоторые реакции, его надо было немного доработать. Тебе, похоже, нравится варить зелье. Неужели у тебя и к этому тоже талант? На мой взгляд, невелика разница между тем, чтобы сварить свое усовершенствованное сливочное пиво или рябиновый отвар. Хотя я не уверен, что профессор Шарп разделяет эту точку зрения. Он не очень-то ценит мой творческий подход. До свидания. Приятно было познакомиться, и спасибо, что рассказала тетя. Я тоже рад знакомству. Удачи сегодня. Это еще гномы какие-то. Это по-любому еще первокурс. Колота. Можно им это... солдатский фофан треснуть с ноги. Ну-ка, давай заведем шарманку. Че это падла-то слезет, нет? Надо вот с этими поговорить. Во, и она спускается. Чего вы так все напряглись? Это же совершенно безопасно. О, привет. Да-да-да, кто солит, то кто по пивку. Не обращай на меня внимания, просто мне кажется полезно время от времени что-то там. Однажды я забралась на крышу Гриффиндорской башни снаружи, без метлы. Ничего себе. Кстати, я Нелли. Нелли Окспайр. Я слышала о том, что случилось с тобой по пути в Хогвартс. Это правда? Про дракона. Да. Да, на нашу карету напал дракон. Черт, в голове не укладывается. Восхитительно. Но страшно. Но похоже, с тобой в Гриффиндоре будет не так уныло. И вообще в Хогвартсе, если уж на то пошло. Сразу видно, что высота тебя не пугает. Да, я с детства такая. Когда мне было 5, мама как-то раз нашла меня на крыше. Я до сих пор не знаю, как я туда забралась. Она очень суицидница местная. Но в замке полно необычных залов, коридоров, а на территории водится множество волшебных существ. Нет нужды забираться на башню, чтобы увидеть что-нибудь удивительное. А что именно говорят о моем путешествии в Хогвартс? Что тебе удалось спастись от дракона, разве этого мало? Большинство из нас прибывает на лодке или поезде, а не спасаясь от пасти дракона. Естественно, все будут об этом говорить. В Хогвартсе слухи разносятся быстро. Наверное, мало кто из учеников видел дракона, а ты видела? Нет, что ты, я никогда не слышала, чтобы они нападали на кареты. Наверное, там мяса мало. Внутри-то мяса много.
Давай. I'm sure I'll be seeing you Еще around. увидимся либо в гостиной, либо на крыше какой-нибудь башни. Scale your И next вместе file. скинемся оттуда. You never know. Кто знает. Ладно, я пойду. Прыг сколько? Все, не забраться, что ли? О, залезла. Как бы подсадил кто-нибудь. Так, встретитесь с профессором Уизли возле гостиной. Задротка, адреналиновая наркоманка и самогонщик. Да-да-да. Все в сборе, короче говоря. Можно с предметами взаимодействовать, это прикольно. А сундук пока где-то поместить. Нет, пока ничего. Нечего у меня помещать. А где бабка-то эта? А, вон туда надо. А почему проход дверной вот именно на высоте какой-то? Надо прям залезать туда. Что за херня? Вон она, надзирательница стоит. Доброе утро, надеюсь, вы готовы к первому дню Хогвартса. I've been dreaming of this Я day. давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что я наконец-то здесь. Ну и все же вы здесь, так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Ваша ситуация уникальная, ведь вы поступили сразу на 5-й курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Тем более, что в конце года вам придется сдавать сов. OWLs. Сов? Каких сов? Owls. Сов. Экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют, в какой-то сфере вы можете работать по окончании школы. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования Министерства магии и придумали нечто весьма необычное, чтобы помочь вам успешно справиться с учебой. Хера талмуд какой. Держите. То есть мы тебя берем на 5-й курс, и ты, короче говоря, это... Сразу попадаешь на экзамен. Поздравляю. Оп. What is it? Что это? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на 5-м курсе. Это крайне полезное пособие. Советую им не пренебрегать. Чип. Спасибо, профессор. Но что значит будет следить за моими успехами в учебе? Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Идемте, попробуем это его на практике. Сюда, да иду. Да хоть картины посмотреть. Что она гладит? А? В руководстве найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о волшебном мире. Ну вот эти страницы разлетевшиеся, я, наверное, еще и собирать буду. Ну да так, активности местные. Во времена моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. А эти что, голубки какие-то, да? Жирненький какой. Джокер, ты ли это? Удахчущий смех. Нихера деловой. Палки бросил, а сам улетел. Может вниз спуститься? Нет, надо к этой подойти. А, она еще и бегать умеет. Я думал, она должна солидно прохаживаться по этому, по учебному заведению. Руки за спину. Подходите сюда. О, похоже, в руководстве есть для вас информация о картине с несчастным Бафурио. Он жопой сел на чело. Давайте же посмотрим, что там о нем говорится. Просто используйте Ревелио. Revelio. Портрет Бафурио. Баруфио. Страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Мы только что открыли испытание руководства, ваш прогресс будет отображаться. Ладно. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки. Хорошо. Короче, какие-то страницы надо, да?
Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытания, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут проявляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы, чтобы продолжить. Да господи, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из специальные награды, начиная, понятно. Короче, одежду будут давать и все такое. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайте почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ну, то есть ты только что-то нашел, сразу же лезешь, и тебе дают что-то за это. Все понятно. Бля, призраки летают. Clever, isn't it? Ловко придумано, да? Мы долго репетировали следующее произведение, так что слушайте внимательно. Не совсем понятно, ко мне это обращаются или они между собой говорят. Кити. Кити, кити, кити. Все, мой кошак. Я теперь сильный и независимый. No time to waste. Надолго не задерживайтесь, вот ведь вам нужно что-то там. Проход одноглазой ведьмы. А, это он? Ну, типа, я иду по проходу одноглазой ведьмы, да? Окей. Баба что-то сидит, жрет тут. Подожди, она что, еще в ухо закладывает? А, нет. Ну, давай, запихивай. Сделай это, детка. А, как раз вовремя. Perfect opportunity Так что to это show прекрасная you how возможность to показать do вам, things, как get с помощью around. летучего пламени перемещаться Your чуть field быстрее. guide В вашем contains руководстве есть maps. карта Хогвартса. Open Откройте it его и up and найдите find центральный зал. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло. Это, короче, телепорты, да? Но вот это вот все закрыто пока у меня. Я только вот сюда могу. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой и астрономическую башню. Блин, что-то не нагружается этой фигней, по-моему. Ну, выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Это вот сюда, да? Угу. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R, отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном. Ой, так бы и сразу. Просто сказали бы туда-сюда перемещаться, вот и все. Как бы. And here we are. Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. You can get almost А из центрального зала можно быстро попасть почти в любое место в Хогвартсе. always something Здесь happening всегда here. людно. Это центр нашего замка, как вокзал Кингс-Кросс. Station, so to speak. That should be all for А на now. этом пока все. Сегодня у вас заклинание и защита от темных искусств. А после как можно скорее отправляйтесь в Хогсмит, чтобы выполнить все, что потеряли в пути. What will I learn in Чему нас будут учить на уроках заклинаний? Именно этому заклинаниям, чарам, проклятиям. Жутко полезный предмет. Профессор Ронен вам обязательно понравится. Он очень умный, находчивый волшебник. К тому же талантливый преподаватель. Can you tell me Можете more рассказать about больше об уроках against защиты от dark темных arts? искусств? На уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищать себя от сил зла, притаившихся во внешнем мире. Те, кто хочет стать мракоборцем, должны освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам повезло, что у них столь одаренная преподавательница, как профессор Гека. You mentioned Профессор, вы говорили о каком-то Хогсмите. В Хогсмите живут только волшебники, и это единственная подобная деревня во всей Британии.
В Хоксмите вы найдете все, что нужно для учебы. Ну там Гарри Поттер себе You will палку also, покупал. I imagine, enjoy many Вы можете activities пропустить по there. кружке сливочного пива с друзьями. Они тут что, все пьют, что ли? Thank you, Professor Weasley. Спасибо, профессор A lot to Уизли. absorb Впереди on напряженный your день, first и вам day. столько всего You have предстоит much выучить. to learn. Happily, К your счастью, ваши professors преподаватели will согласились be помочь вам с дополнительными задачами после уроков, так что вы быстро You'll догоните be up своих to speed in no одноклассников. time. Judging by your Впрочем, вы adeptness так in искусно Lavender, пользовали Ревелио, I значит, said базовые Professor Fig заклинания seemed профессор to have Фиг at вам least показал. shown you the basics. You did, Professor. Да, He's been профессор. terribly Он vague весьма in his расплывчато описал activities события preceding перед your вашим arrival, приездом, особенно случившееся после того ужасного нападения дракона. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Да. We did take a bit of На a пути detour. сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах, и хотя тут мне стоит промолчать. В каких руинах? Впрочем, ладно, у профессора Фига должно быть есть причины держать подробности в тайне. А вот и он. Легок на помине. Профессор Фиг вам не кается? Oh, Да? Да, вы, похоже, хорошо подготовили нашего новичка по основным заклинаниям. По основам заклинаний. Едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями. Что ж, я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы почему-то предпочли полететь. Я бы не сказал, что сам выбрал такой путь с драконом. Скорее, это он выбрал нас, профессор. Ну ладно, поболтали и хватит. У меня урок, так что мне пора. Профессор Фиг, у меня к вам просьба. Объясните, как пользоваться картой руководства. Разумеется. Спасибо. Да все уже, иди. Не забывайте про руководство, оно вам очень поможет. Я буду следить за вашими успехами. Yes, Professor. Хорошо, профессор. Зайдите ко мне сегодня после уроков, я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Кроме того, нужно договориться насчет посещения Хоксмита. Не вопрос. Вон там какая-то штучка летает. Я не знаю ее. А ее, наверное, нельзя, да? У меня только 2 заклинания. Ну-ка, иди сюда. Да не, ее так не поймать. Все, я понял, сейчас. It's good to see you, Professor. Рад видеть вас, профессор. Взаимно. Я так и не надеялся, что ваши пути сегодня пересекутся до того, как вы углубитесь в знания. Занятия. Кажется, вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин. Надеюсь, мне не удалось проболтаться. Она заставила меня врасплох, но об остальных подробностях нашего путешествия он не сказал. По-моему, она заподозрила, что мы что-то от нее скрыли. Ну да, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма, но лучше пока никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда нас заведет этот путь. Возможно, вам потребуется более гибкое расписание, которое бы она и не одобрила. Кроме того, она сможет посчитать нужным поделиться с директором сведениями, которые нам лучше держать при себе. Understood, Professor. Я понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть природа щедро одарила вас, способности все равно нужно развивать. К счастью, вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Да, по поводу учителей. Не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Разверните ее и взгляните. Что надо? Согласно карте руководства, класс профессора Гекат находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он мог по нему найти мне дорогу. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработать, ну понятно.
Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня, уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью А, чтобы продолжить. Мгм. The map is enchanted to help Карта you find your зачарована way. так, чтобы помочь This will be вам incredibly найти. helpful. С ней будет немного легче, спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Сначала занятия, а потом визит в Хоксмит за покупками. Не забудьте купить волшебную палочку. Мистер Оливандер обязательно вам понравится. Он настоящий мастер своего дела. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь еще о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. От заклинаний, освоенных вами в этих стенах, могут зависеть не только ваши оценки на 100. Да-да-да, вот душ от обучалками, ну тут просто много всего напихано. Ну что ж такое, я не знаю даже с чего читать, просто тут все завалено чем-то. Так, открытое задание. Хорошо, используйте зачарованный компас. Ваш зачарованный приведет вас к любому месту, которое связано. Пройдет та-та-та-та-та-та. Ну ладно. Я что-то поймал? Во. Где эта страница ссаная? Вон он тут летает. Че он не ловит-то её? Иди сюда. Revelio. Ладно, ну мне вот сюда надо идти. Не пускай. А, вот пускают. Подожди, давай тут пройдемся, посмотрим, что есть. Страницы, кстати, мне еще не показали, как это. То, что когда он вытягивает книжку, он просто, короче говоря, как в Dead Space, он показывает просто путь, куда идти. Вот этот мотылек какой-то полетел туда. Подожди, тут еще что-то есть. Ну-ка, давай сюда пройдем. Ну, огромный замок, кстати, вообще. Ладно, давай смотреть, что тут. Опять этот мужик. Надо вот здесь, наверное, да, Ревелио забацать. Оп. Портрет Иллиуса. Страница руководства. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав Панторуса в виде мыши. Жесть какая. Тут можно просто язык сломать об эти имена. Ладно, пока не будем торопиться, просто пойдем по основному заданию. Если я правильно понял, то что тут надо сначала это какого побольше основных заданий выполнить, чтобы побольше у тебя было магии. Побольше магии, вот подобные ящики можно открывать уже. Говорят, типа вообще лучше где-то 70 примерно этих 70% игры пройти, а потом уже идти исследовать прям все. Так будет удобнее, потому что ты уже как бы все будешь уметь. Теперь тут жесть какая нарисована. Что это такое? Это птица здоровенная. Ладно. Не, ну прикольно, что мир живой, мир живет без меня, как бы, и кто-то чем-то занимается, там чеку можно бахнуть. Надеюсь, дрищ не проберет во время урока. Надо вот подходить к таким штукам, чтобы открывать себе быстрое перемещение.
Потому что, правда, в этом Хогвартсе можно заблудиться. Столбеней. И это все, что ты можешь? Бомбарда. Левиоса. Профессор, будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибрицида у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров 1878 года. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем Восточном Уэльсе. Отвечу, все дело в знаниях. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Опа. Удивите своего противника, и он станет уязвим. Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны. Особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Ну, тут также, короче говоря, тоже на геймпаде, воп. Левиоса учим. А какой кнопки она будет это? Оп. Штука полезная, можно будет врагов подкидывать в воздух и долбать их мордой прямо об землю. А теперь попробуем что-то там. Бабка что-то чик-чик. В 2 щелчка просто всю комнату очистила. Лихо. А я первый, да? А чё я первый? Ну что ж, начнем с основного заклинания. И чё? Ну, допустим, видели, как манекен отразил это заклинание? А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары. Удивите своего противника, и он станет уязвимым. Хорошо, а теперь основное заклинание. Бам-бам-бам. То есть жонглировать можно, да? В общем, это Левиоса, по-моему, снимает щит. Очень хорошо, но лучший способ практики — это дуэли. Начнем с вас двоих. Дуэлянты, на позицию. Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, на этой дуэли допускается только Левиоса, основное заклинание и протего. Начинайте. Теперь он накуренный стоит уже. На ему в яйца тоже немного магии. Бам-бам-бам-бам. Да все, он уже со стола, нокаут, ёпта, он упал. Не дурно для новичка, ты можешь постоять за себя. А то ж. Он, кстати, из Слизерина, зелененький весь. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Призовые очки Гриффиндору. Спасибо, профессор Геккард. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие свершения. Я требую от своих учеников безупречного знания предмета. Они способны этого достичь, а значит обязаны. Дуэль в классе — это пустяки, а вот сражение с темным волшебником или еще вероятнее с гоблинами — совсем другое дело. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Возможность мистера Масселло вам с этим поможет. Повторюсь, сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи.
что ж, на That's сегодня enough хватит, все extra свободны. bonding. Подожди, у нее тут что-то мигало. Вот тут что-то есть. А. Замок вообще уровень 2. А когда нас научат замки ломать? Ну, видимо, всему I'd свое hate время. to face Professor Hackett in a duel. Все, можно выходить отсюда. Ну, куда как-нибудь в очко стрельнем. Nice work. Ну-ка, Себастьян. I enjoyed that. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль, они еще долго будут говорить. It was certainly good Да, мы practice. отлично размялись. Размялись, да я будто против опытного дуэлянта выступал. Кстати, я Себастьян Селлоу. Не ожидал такого проворства от такого, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но может это не первая твоя дуэль? Первая дуэль? In fact, it was. Если честно, то первая. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать сколько угодно, но я-то знаю, что магия требует таланта и старания. You know, Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и не разрешенный дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Это что, бойцовский клуб? Типа, никому главное не рассказывать о нем. Звучит интригующий, закрытый и неразрешенный count клуб. me in. Это по мне. Отлично, приятно знать, что я в тебе не ошибся. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный клуб, дуэльный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватило ума не попадаться. Thank you, Sebastian. Спасибо, Себастьян, будем иметь в виду, в общем. Хорошо, приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешенном месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусен, или тебе просто повезло. Неделю на Шумси и у входа в часовую башню, если тебе это интересно. Короче, он рассказал, где можно искать этот вот великий клуб бойцовский. Что ж. Так, давай карту еще раз. Побочные задания, хорошо. Давай вот сюда. А, оно уже отслеживается. Revelio. Ну и куда мне? Чип и наверх, да? Ну пошли. Тут же недавно призраки танцевали. Уже дошкаленок стоит, чаек глотает. Китя. Тут прям этому какой-то вот определенный момент прям уделили, чтобы ты вот подошел, кошку погладил, вся анимация прям проигрывается. Наверное, разработчики в конце, ну, в последнюю очередь это дело добавили, потому что увидели то, что Стрей, наверное, пользуется этим популярностью, что всех кошки вызывают умиление. Так, мне еще выше, да? Ну, через подобную картину, кстати, с этим, с фигом проскочили. Мне еще выше, да? Подожди. Может, тут какие-то точки перемещения есть? Это что такое? Опа, сортирчик. Там деньжата в туалете. Ну-ка. О, понятно. А чё тут ничего не работает? А тут нормальный сортир. В последнем туалете должен быть этот, как он, мужик из Silent Hill'а привязан. Опа, это что такое? Тут кто-то незаконно продает запрещенные препараты. Просто он отошел немножко. Ладно, давай выходим. Пошли выше. Так или иначе, по всему этому замку придется пройтись, как бы, и не сейчас, так потом какие-то активности активируем. Some of us don't
Угу. Это уже обучение, да, чему-то? Он опять солевой валяется. Мужик, ты хоть вставай. А у тебя руки просочились сквозь эти какого? Сквозь текстуры. Класс заклинаний. 5 котейка. По-любому тут какая-то ачивка есть за всех кошек. Киса. Чего я их наглаживаю, я не знаю вообще. Как бы это, ну, не обязательно же. Опять этот мужик. Ну, походу, тут везде, да? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. Прекрати, Пивс. Та-та-та. Ладно, пусть ругается. Пошли, короче. Пошли учиться. Here, Эй, обернись. Тут есть свободное место. there is an open seat here. Thank you. Спасибо. Hello, I am Привет, я Натти. So you Так are ты the есть новичок? А с профессором Ронаном уже знаком? Professor Ronan, yes? Ну что, начнем? Shall we begin? Добро пожаловать на урок заклинаний для 5-го курса. Должен предупредить, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Но я уверен, что мы с вами возьмемся за занятия и с должным рвением и усердием. Что-то актер знакомый. Итак, будьте добры, откройте учебники на странице 517. Однако сперва, кто мне скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания роста и заклинания смены цвета? Вообще без понятия. Ну, хоть кто-нибудь? Нет, вы сейчас уже поздновато повторять материал. Да, каникулы сделали свое черное дело. Такое впечатление, что вы все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения. Сам пошутился, он посмеялся. Ну вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Да никто не шарит, мужик. Похоже, нам срочно требуется освежить память. Класс, разбейтесь на пары и станьте друг напротив друга у противоположных стен. Что ж, раз для вас учебники это всего лишь тупые предметы, давайте воспользуемся ими соответственно. Вы будете по очереди использовать манящие чары и забирать учебники друг у друга. Одного учебника на пару вполне хватит. Мисс Дейл, благодарю вас. Акцию. Это притянуть, да? Протянуть или оттолкнуть? That is not bad. Неплохо. Вы быстро схватываете, у вас неплохие задатки. Но помните, толку от задатков мало, если не будете тренироваться. Продолжайте в том же духе, и когда-нибудь превзойдете даже мисс Онай. Это вот ее, что ли? Молодцы, очень хорошо. На сегодня хватит. Что ж, с азами мы вроде разобрались. А погода сегодня чудесная. Почему бы нам не прогуляться немного? Проветриться, так сказать. Прошу всех за мной. Подожди. Он же сказал, мы сейчас прям тут будем эти учебники друг у друга забирать. Тут же, говорит, пошли на улицу. Походу, у мужика биполярка. Печалька. Я всегда считал, что если из учебы сделать игру, то она пойдет куда быстрее. Думаю, игроки в Квиддич со мной согласятся. Что может лучше продемонстрировать, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра, верно? Давайте, пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Опять я первый.
Так, манящие чары Акцио притягивают цель к заклинателю. Удерживайте и нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать Акцио и притянуть цели ближе. Отпустите РТ, чтобы прекратить использовать чары. Но я не могу одновременно два текста читать. Короче, надо притянуть чуть ближе, но не до конца, ну, не сильно близко. Довольно. Переходим к практике. Короче. Очень славно. Ну-ка, давай вот это вот поближе затянем. Оп. Почти. Перебор. Недолет. Давайте еще раз. Очень хорошо. Призывай очки Гриффиндору. Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Анай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Вам синие, и как раньше, мисс Анай сыграет с вами красными. Все ясно? Yes, sir. Давай. А, она первая, да? Ну, она сразу на 30-ку бахнула. Ну, я тоже на 30-ничек. Ну, это на 50 сейчас сделает. Кто бы сомневался. Тут главное не перетянуть. Перебор. Да, на 2 на полтинник уже вытянула. Короче, я проиграл. Да, недолет. Сколько тянуть-то их надо? Давайте-ка добавим к игре разнообразия, а? Да, отрубим этой дамочке руки. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Угу. Теперь камни, короче, будут, да, нам мешать еще. А я могу как-то постоянно его притягивать? Или же... А, ну надо выбрать время просто. Ну слушай, тут надо прям сразу на полтинник не как-то. Причем все, желательно все. Угу. Еще бы чуть-чуть дольше подержать. Смотри, как 50 все равно. На 30. Да, она выиграет опять. Мне тоже, да, 30. Слушай, ну мне, чтобы ее выиграть, надо тоже надо на 50 бахнуть. Ну. Чуть-чуть не дотянул. А, ну слушай, у нас одинаково. Вы отлично потрудились, браво. Все свободны. Не забывайте свои вещи. A tag game.
Ничья. Выходит, мы равные соперники. Мне потребовалось пара-тройка недель, чтобы освоить Аксо. После переезда сюда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Да ладно. Good to hear. Приятно это слышать. Когда столько всего сразу наваливается, еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Уагаду. Моей маме предложили здесь должность. И прежде чем я успел опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Спасибо, до свидания. Что ж, приятно было пообщаться и посоревноваться с тобой. Ой, кажется, профессор Ронан хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Of course, you can use Accio. A word if you Много диалогов, конечно. You wanted to speak with me. Вы хотели со мной поговорить? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинания оправдал ваше ожидание. lived up to expectation. Well, an Но hour для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. What charm is there in Предсказуемости же нет, очарования. and what a close Какой же у вас, мисс Анай, был напряженный, захватывающий поединок? Thank you, Professor. Спасибо, профессор, мне понравилась игра. Мисс Анай жесткий и неуступчивый соперник, хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Говно перетягивать, короче. Я понял, мы потом к нему подойдем. Эй, привет, ты же недавно в этой школе, да? Чего вам всем надо от меня, не понимаю. Hello. Привет, ты хотела поговорить? Саманта Дейл, очень рада познакомиться. Все в Хогвартсе только и говорят о тебе. Надеюсь, первый день прошел хорошо. Отличное выступление на уроке заклинаний. Молодец. Очень добра. I've been fortunate. Мне просто повезло. Новичкам всегда везет. Мой брат Уильям сказал, что скромничать ни к чему. Больше верь в себя, хотя сам он, пожалуй, склонен к излишней самоуверенности. Что ж, займусь-ка я лучше домашним заданием по заклинаниям. Чтобы произвести впечатление на профессора Ронана, к одной удаче маловато. Чё туда она меня звала, я не понимаю. Так, давай, дальше. Давай, сразу же отслеживаем. Сейчас мы все заклинания откроем, по крайней мере. Там дальше посмотрим, как дело пойдет. Я так полагаю, что их будет всего 4. Типа разломать щит, притянуть. Последнее будет, наверное, что-то на атаку. Хотя не факт. Подожди, где-то же здесь по-любому должно быть быстрое перемещение вот на этом этаже. А, я его уже открыл. Все понятно. Куда там? А, ниже, еще ниже. Так. Где-то я по дороге вот сюда не открывал тут быстрое перемещение. Или дальше это надо сделать. Тут нет туда. За что такое? Revelio. Чё? О. Что-то вжух и получилось. Подожди, вот тут еще что-то мигает. Revelio. Оп. Тут прям много всего можно делать. Я смотрю, ну, киса. Оп. Зацепили кису. По-моему, я уже щупал ее.
Но это не точно. Так, давай еще вот сюда заглянем. Тут причем вот эти активности, они не очень как бы сильно заметны. Так что-то краем глаза улавливаешь какую-то активность. И что-то где-то можно сделать. Прям внимательно надо в оба смотреть, не торопиться. Давай. О, Добби, а как насчет комнаты, профессор? I was thinking the Я same как раз думал о том же, Дек. Perhaps you could Если help. ты поможешь. Oh, О, простите, excuse Дека. me. Ah, there А, you вот и are. вы. I trust your first Надеюсь, classes ваши went первые well. уроки прошли хорошо. Да, профессор. I heard as much. Профессоры Professor Гекат и Fig Ронан told me. тоже так говорят. Seems Professor Похоже, Fig профессор taught you Фиг quite a кое-чему bit тебя before научил, you пока вы took отклонялись от маршрута и осматривали, как вы выразились, some кто ruins? такие руины. I'd wager there's a great Мне deal кажется, по more дороге to сюда your произошло travels нечто here than такое, о you чем вы не хотите говорить. Разве я не isn't права? there? Пристала-то, а? Профессор Фиг ничего не сказал. Have you and Professor Fig Неужели вы не discussed- обсуждали мое обучение с профессором? Он по-прежнему не желает вдаваться в детали. Упомянул лишь несколько заклинаний. Риверио, кажется, а еще Люмос. And Lumos? That's correct, Professor. Именно так, профессор. Понятно, все равно, что заставлять Глизня читать стихи. Как бы там ни было, вам нужно восполнить пробелы в знаниях. Для этого я попросила ваших преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить процесс обучения. Да, говорили об Professor этом. Ronan did Да, профессор mention this Ронан об этом он before. упоминал. Кстати, профессор Ронан ждет снаружи, чтобы дать вам первое задание. Теперь, что касается посещения Хоксмита, о котором я говорила ранее. Мы договорились восполнить утерянные вами по дороге в школу семена, рецепты зелий, магические рецепты и Thank все you, остальное. Professor. Спасибо. А мистер Оливандер подберет для вас идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если используете собственную. То есть я взял у кого-то палку еще. I'm Все, eager to мы get тогда to пошли за Hogsmeade. палкой. Очень хорошо, отправляйтесь туда с кем-нибудь из одноклассников, пусть вам поможет сориентироваться. Пригласите Себастьяна Селлу или Нацай Онай. Я заметила, что вы неплохо ладите с ними. Куда она знает? Она же нас не видела вместе. Да разница. Ладно, первая пускай будет. Я пойду с Натти. Замечательно, мисс Онай одна из самых талантливых учениц школы и хорошо знает Хоксмит. Она поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Виктора Руквуда. Rookwood. Руквуд? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой Теофилом Харлоу. Кто эти люди вообще? Когда выполните задачу профессора Ронана, идите к дверям замка. Не теряйте время, быстро закончите работу и сможете насладиться кружкой сливочного пива в 3 метлах. Хорошо. Так, ну пошли за палкой. Сейчас я тут осмотрюсь. Вот они наваливают каждые 2 минуты чего-то, каких-то активностей. Костюм с связанным джемпером. Давай его потом, наверное, оденем как-то. Так, это уже открыто. Ну, вот это задание уже автоматически. Подожди, давай посмотрим. Нет, вот это. Угу, одно доступно и одно закрыто. Всё, мне на выход надо из этого Хогвартса. Пошли, мужик. You have a new spell? Профессор, вы собирались показать мне новое заклинание? Безусловно, это очень полезное заклинание, восстанавливающее чары. Репаро. Эти чары чинят вещи, сломанный предмет станет как новенький в мгновение ока.
Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как я уже говорила профессору Уизли, чтобы вы могли догнать сверстников, неклассные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать, но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы отточить навыки. Я как раз подготовил несколько таких заданий сегодня. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репара, даже не сомневайтесь. Хорошо. I'll start on the То task есть right нужно away, сначала Professor. побочки делать, а потом уже по основным квестам идти. Классика. Выберите парящую... заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей, заберите парящую страницу в башне от темных искусств. Ну притягивание как раз вот. This is the right area. А где она? I wonder where the flying page is. Где же летающая Revelio. страница? Может быть, так ее можно будет увидеть. Подожди, он через этот... Нет, не перелезет он. А где страница-то? Вот она. Иди-ка сюда. Вот, научились страницы притягивать. Хорошо. Пошли сюда теперь. Вот, тут еще построил есть. A flying page must be around here somewhere. Поначалу немного вот прям душат они этими, как его, активностями, а сейчас, я думаю, разобраться с этим несложно будет. Потом уже, когда привыкнешь, это будет все на раз-два вообще делаться. Походу таких страниц будет много. Тут ничего такого вкусного-то нет, да? Вон еще тут какие-то побочные. Ладно, давай просто мы пойдем как вот, пока нас ведут куда, по квесту. Побочками потом займемся. Мужик там птичек ловит. Походу крыша поехала. Надеюсь, предварительные задания не были слишком сложными. Нет? I completed the assignments. Профессор, задачи, которые вы мне дали, прекрасно. Вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Приготовьтесь. Yes, sir. Да, сэр. Помните, волшебная палочка — проводник вашей магической силы. Так, окей. Репару. Оп. Научились что-то чинить. Так. Восстанавливающий чары репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Слушай. Получается, мы немного возвращаем время назад, как бы. Конкретно для этого объекта. Если хотите поупражняться, попробуйте восстановить вон ту разбитую статую в низшую воды. А где она? А где? Какая? Подожди. Какую-то чашу, говорит, восстановить. Вот она тут валяется. Чик. Все, починили. Прикольно. Может, мужика тоже починить? Его братку вернуть, чтобы он стал снова молодым и сильным. Да все, тут больше, в принципе, делать нечего. Давай отслеживать задание. Стой. Тут еще что-то открылось. Коллекции. Это прям надо все осматривать, чтобы мне дали... Да. Чтобы мне дали одежду там и так далее.
перчатки, вот очки есть. Этот коллекции вот эти собирал. Ну за это уже ничего не дает. Так, тут все. Давай вот это посмотрим. Вот, снаряжение. Предметы для рук. Давай, хоть какие-нибудь перчатки пока что. Потом будем смотреть там что как. Значочки. Ну их можно снять. Кепочка у меня гопника. А они все равно без свойств, можно их не носить пока что. Да, вообще. Опа, шарфик есть какой-то. Ну такое, ладно. Висит пока что. Ну, одежду тоже не поменять, а вот это. Свитерок. А что за него дают? Защита 4. А. Это хорошечно. И рукояти палок, короче, мы можем менять. Я понял. Так. И вот это вот еще. Так, просто берем какой-нибудь первый попавшийся, наверное, да? Ой, стой, карта нужна. Побочки, наверное, чуть-чуть попозже будем делать. Давай, отслеживать задание. Потому что прохождение сейчас побочек, оно, возможно, ну, не даст полного прохождения этой побочки. Берешь задание, а ты его выполнить не сможешь до конца, потому что у тебя способностей не хватает. Поэтому пока по основному пойдем. Куда? Ага. Что это такое? Взаимодействие. Мантия факультета с рисунком. Ну-ка, мне даже интересно, что-то напялить. За него дают что-нибудь? Да, слушай, в него даже можно что-то запихнуть. Нападение на 4. Берем. Пусть пока так будет. Я думаю, внешний вид можно менять, как бы, вот как у нас было это в Рагнарёк, допустим. Ты носишь одну вещь, но она, она тебе дает другие свойства от второй вещи, скажем так. Revelio. Тут же что-то еще может на потолке по-любому летать. Не, ну активности, конечно, масса просто. Прям каждый предмет можно подойти, пощупать, как бы, и хочется, по крайней мере, так делать, чтобы ничего не пропустить, знаешь, все собрать. Ладно. Hello. Looking for me? Да, я тебя ищу. Natty, I hope Нати, I haven't надеюсь, kept you тебе waiting пришлось не long. очень долго ждать. Not at all. Вовсе нет, профессор Уизли сказал, что тебе нужно побывать в Хоксмиде. You must be eager. Тебе должно быть нужны собственные вещи, и деревню ты I хочешь wish to посмотреть. see the village. Хочу, пошли. I've been looking forward to Да, мне не терпится. Good. Хорошо, Shall we тогда в set путь. off? Я покажу тебе все I самое intend to лучшее give в you a Хоксмиде. first-rate Hogsmeade experience. Мы на чем-то поедем? Дайте мне метлу уже. Я хочу летать на метле.
Это в этом халате, по-моему, похож на Большого Лебовски. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend Что там? my Я сама invitation to you пригласить myself. тебя выпить сливочного пива в деревне. Думаю, тебе понравится. Они тут все бухают, по-моему, вообще. Так что профессор Уизли как раз вовремя прислала мне записку. Интересно, сколько градусов в сливочном пивасике? Я хочу у него перо стащить. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in Revelio. Угу. I believe you. То есть у нас это Ревелио, оно показывает предметы, которые может рядом взаимодействовать с ними. Там у нас еще этот сопровождающий что-то болтает, но уже поздно. Лошадка. А это моя? Пестрал. Ой-ой-ой, она... Ай-яй-яй, подождите меня-то. Короче, все, пока никуда не отходим, все будет со временем. Не, ну красиво, чё? Нынче. Рика там летает, все поливает автоматически. Ну и Лику поймаем. beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit Что там? the Сейчас советую побывать там в Рождество. Как раз тот редкий случай, когда я был лучше побуду дома. Не любишь холодную погоду? О, к холодной погоде я уже привыкла. Хоть это и не заняло им некоторое время, ведь там, я где выросла, снега не бывает. Погоди-ка, сюда. Я часто нахожу златоглазок. What's so special about that? Правда, что в них такого особенного? Выглядят они необычно, но если дать настояться, потом можно будет варить из них разные зелья. А чем их бабочек этих ловим? Revelio. Accio. А как ее поймать? Levioso. Нет. Reparo. Lumos. А, вот просто, блин. А я тут уже, короче, заклинания какие-то великие мучу. Просто надо подойти к кусту и собрать их, и все. Вот достаточно. Крякает. Так, ладно, златоглазок мы собрали. А вот это вот синее тогда что? Тут прям все хочется, правда, потрогать, все интересно. Может, его разбить? Да не, вряд ли. Хотя... Ну-ка, стой. Лунный камень. А вот этим уже нельзя разбить. Только этим разбивается. Ладно, хорошо. Пойдем, что-то каких-то камней настриг, каких-то златоглазок. Гляди, там гиппогрифы вылетели из запретного леса. Неужели их что-то спугнуло? Ходят слухи, что поблизости видели гиппогрифов. Так вот они летают, что-то. Вот цветочки пособирать. Вон еще кристаллы есть. А, тихо, все, я понял. Обыканул необоснованно. От нее прям вообще ни на шаг нельзя дойти. Слева запретный лес, ученикам туда нельзя. Неспроста же он так называется. Why is it off limits? А почему туда нельзя? Преподаватели говорят, что там слишком опасно, но я считаю, что название запретный только делает его заманчивее. Ну да. А вот и Хогсмит за теми холмами. Осталось только пройти мимо чего-то там. Всю жизнь бы путешествовала, если бы могла. I can
confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned Шляпки that you knew the прыгающих. area, Чего там? since you're Ну, relatively берем, new here. берем. She said that? She knows now. Собираемся. I will say. Все полезно. Well, I certainly learn a great deal in class. В школе многому можно научиться, но меньше, чем знаем за ее стенами. Ну, да, в принципе. Как открытый мир. Ну, не знаю. Не, ну нарисовано, конечно, шикарно все. How are you settling in? Как тебе школа? Помню, несколько недель до приезда мне было так непривычно. Everything was so. Все вокруг было новое и совершенно незнакомое. I'm getting used to things. Привыкаю What потихоньку, а about ты you? Do you finally feel settled? обжилась тут наконец? I still miss my homeland. Я все еще скучаю по родине, но здесь тоже очень красиво, и время от времени я выбираюсь из Хогвартса, чтобы немного осмотреться. Хогвартс на самом деле стал для меня будто новым домом. Надеюсь, он станет таковым и для тебя. Подожди, вот это. Кису трогаем. А чего они пешком-то передвигаются? Ничего тут, никаких транспортных средств нету, что ли? Полетели бы на каком-нибудь там, я не знаю, драконе. Соседний магазин за палкой. Мы так довольно-таки долго будем бежать. Короче говоря, грибы тут довольно-таки частое явление. Здравствуйте, мистер Мун, вы уже познакомились с новичком. Очень приятно. Вам лучше повернуть назад, мисс Анай, развернуться и бежать. Сэр, у вас все в порядке? Она смотрела прямо на меня, а глазище как блюдце. Что смотрела, мистер Мун? Деми. Маска. Мерзкое, волосатое и жуткое существо. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. Бедняга мистер Мун, статуэтки Деми масок. Я думаю, он порядочно перебрал в деревне. Надо признать, я никогда не видел ее в таком состоянии. Опа, кристальчики. Почти пришли. Ща я тут делов настригу, пока мы это... По грибы пошел, походу, а не за палкой. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Долина Хоксмида. Не, ну если по этому открытому миру можно как бы передвигаться, то будет замечательно. Ну, в смысле, без ограниченно. Ну вот мы пришли. Правда, глаза разбегаются. В 3 метлах можно выпить сливочного пива, в сладком королевстве ты найдешь любые сладости, какие душе угодно. Никак не могу определиться, в какой же из магазинов мой любимый. Каждый раз выбираю разных. С уверенностью могу сказать, что в Хоксмиде ты найдешь все, что тебе нужно. Но вообще мы с запалкой пришли же. Профессор Уизли сказал, что тебе нужны рецепты зелий, магические рецепты и кое-какие семена. Что еще? Новую палочку. Точно, мистер Оливандер тебе понравится, а мне не терпится увидеть, что у тебя получится собственной палочкой. Думаю, ты успеешь найти все, что нужно, и еще немного побродить. Не спеши, осмотри Хоксмит, а когда закончишь, встретимся на площади. Подожди, она же сказала, что я сейчас экскурсию тебе проведу, а в итоге меня кидает. Деревня Хоксмит переполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карты из руководства. Денег у меня на магазины, по-моему, нету, вот я что могу сказать. Это что? Прическу менять? Здесь что? Особых товаров, снабженными новейшими и самыми лучшими побочными продуктами. Так, карта Хоксмида показывает магазины, точки интереса. Угу. Хорошо. То есть тут у нас есть несколько точек интереса. Лавка, вот. Волшебные палочки. Да, тут недалеко. Можно потом еще где-нибудь здесь пройтись. Ладно, мы даже это отслеживать не будем, тут идти недалеко. И они, кстати, все мне, во все магазины заставляют сходить. А мне сюда, да? Вот. Оливандер. Ограбим мужика еще на 40 монет. Что мне, бесплатно будет палочку продавать?
40 монет будет палка стоить. I'll be right with. Сейчас подойду. А, это вы. Минутку, я сейчас. Just a moment, please. Hello, sir. Здравствуйте, мне нужна новая палочка. Да-да-да, давно пора. Yes, Верно. Я... Почему давно пора? Вы ведь тот самый новый пятикурсник, верно? What am I to say? Ах да, что это спрашиваю? Мое имя Гербальд Оливандер, но уж про Оливандеров-то вы наверняка слыхали. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень рад, наконец с вами познакомиться. А теперь идемте, найдем для вас подходящую палочку. Сейчас мне старый палку кинет. Да-да, сильная сердцевина, 10,5 дюймов. Ты можешь подойти. 10.5 inches? You might do. Одна у них палок настругана сколько. А вот, попробуйте эту. Well, go ahead. Ну же, замахните. Странно. Еще разок. Замахните-ка ею как следует. Swish it. Только не перемахни. Ну, как и в Гарри Поттере было, какие-то проблемы с палочкой с первой будут. Well, this isn't a good match at all. Похоже, это не лучший выбор. Первая палка у нас будет, короче, как Пикачу. Необузданная. Нет, ты... Так, может быть, да, редкая древесина. 13 и 3/4 дюйма. Сердечная жила дракона. About 13.75 inches, dragon heartstring. Коробку тоже подает мне. This one. Попробуйте вот эту. По-моему, они одинаково выглядят. Ой, батюшки! Святые небеса. Что ж, ты возвращаешься на полку. This is proving to be Это сложнее, чем я предполагал. Ну надо же. how perplexing. Where are you? Где же ты? Может, ты? А, вот ты где. Это как в оружейном магазине сразу же в магазине стрелять. Вышли бы хоть на улицу. Да, пожалуй, ты подойдешь. Вот, возьмите. Take it. Зарубка тепло-коричневая. Тип древесина акация, не гибкая, 9 и полдюйма. А какая разница-то вообще? How intriguing. Это основной цвет. Curious indeed. Большая толстая палка будет. How intriguing. Ну какая разница-то между ними, я не понимаю. Curious indeed. Тут выбрать никак. Хорошо. Дальше мы берем. How Ну, intriguing. разницы никакой, короче. Это просто цвет, внешний вид. Возможно, палка, наверное, потом изменится. А может и нет. Но ее в любой момент наверняка можно будет поменять. Не знаю, давайте тут на корягу похоже. Акация. How intriguing. Ольха. А какая между ними разница? Они даже внешне никак не меняются. Ладно, давай акация. Что там, 9 дюймов, да, по-моему, было? How intriguing. Вот это вот я не понимаю, гибкость. Это на что-то влияет или нет? Curious indeed. То я сейчас выберу себе палку. Очень плохую. How intriguing. Просто вот на середине. Не знаю, на что это влияет. Пускай так будет. Служит сердцевиной для палочки. Известна тем, что способна вызвать мощную магию. Стабильную магию.
Широкий спектр магии. Подожди, это случайно мне не этот, как его, типа танк, этот, как его... Стабильная. Широкий. Не знаю, давай, в общем, A dragon такую. heartstring wand is most powerful and learns quickly. Пускай такой будет. What do you think? Что скажете? Будем, если что, на урон топить. Extraordinary. Поразительно. Еще одна палочка обеспечит еще одно блестящее волшебное будущее. Now, how Ну что, about как you? вам? Good. Хорошо, и как-то иначе. Как будто какой-то всплеск энергии. Это полное соответствие. Похоже, у вас образовалась особенно мощная связь. Правильная палочка будет учиться у вас, а вы у нее. I'm eager to try. Мне не терпится опробовать ее. Еще бы, волшебная палочка сердечной жилой дракона способна на невероятную магию. Связь между вами и вашей палочкой будет только укрепляться. Так что не удивляйтесь способности своей палочки угадывать ваши намерения, особенно в трудную минуту. That sounds wonderful. Звучит замечательно, мистер Оливандер. Вы понемногу привыкнете, но обязательно заходите, если вам понадобится любая помощь. Ну, то есть к нему можно зайти и поменять внешний вид палочки. Но, не знаю, прям это так важно, что ли. Так, вот теперь лучше карту открыть и все точки назначения лучше обойти. Так, это, ну, давай вот сюда давай сходим. В фолианты и свитки. Вот сюда, слушай. Ну, я думал, закрыто. Что там? Еще один пытливый ум. Подожди, я еще и вороватый немножко. Сейчас мужика немножко ограбим. Ну, какой-то библиотекарь, что ли, местный? Я сейчас пока к нему подходить не буду. Давай наверх поднимемся. Посмотрим, что он тут. Опа, сундучок. А там еще и карта летает. А где она? Вот. Готово. У меня уже 4 уровень. Там кач идет. Лютый. Книга сама себе печать поставила. Еще. Прикольно то, что тут есть что посмотреть. Даже вот такие вот мелочи, как бы, но это все равно интересно сделано. Сумеречная накидка. Ну, давай посмотрим. Может, что-нибудь прикольное можно напялить. Оп. Что за нее дают? Нападение 5, уже лучше. А это можно продать. Вот только кому? Ну такое себе, кстати. Вот как это не надевать? Изменить внешний вид. О. Мантия темных искусств. Ля, какая штука клевая. Коллекционки. Будем такие дела таскать. Ну это ладно, это наверное, по первости. Потом что-нибудь еще найдем. Палок нету. Тоже пусто.
Ну, потом какие-то будут находиться аксессуары, мы их одевать не будем. Ну, как бы они будут одеты, но мы их не будем внешний вид им напихивать. Но мне шарфик этот как-то не очень. Давай его, наверное, пусть он будет. Вот так, да? Пойдет. Все, выходим. Ну, лучше, чем красная эта штука. Так, теперь, мужик, мы за тебя беремся. Pardon me. Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что тут можно найти магические рецепты. А, вы учитесь у Матильды. Я так и знал, что вы ко мне придете. Я владелец этой лавки, Томас Браун. Я так понимаю, у вас был урок колдовства? I'm afraid I have. Еще нет, сэр. Ну, значит, скоро будет создание предметов из ничего. Это магия в чистейшем виде. По-моему, у меня переливается этот, как у Роршаха. Конечно, в нем есть свои сложности, но это вам нужны другие магические рецепты. Подлежно занимайтесь, вскоре сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. That certainly Да, мистер Браун, очень надеюсь, что так все и будет. forward to that day. А я непременно хочу увидеть ваши успехи. С помощью магических рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы, мебели или декора. Но пусть преподаванием занимается профессор Уизли, а я принесу магические рецепты, которые вам нужны. Стол для горшков и стенд для зелеварения, верно? I believe so, sir. Думаю, да. Отлично, нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно зелья, когда вам заблагорассудится. Давайте посмотрим. А что, типа в дороге, да, могу варить? Вот это что такое? А, продать. Вот как раз давай-ка мы вот это дело продадим. Раз. Шапку тоже. Это все. Вот, 6 соток есть у меня. Магический рецепт, стол для горшков, маленький стенд для зельеварения. А остальные? Если вам интересно, взгляните на остальные мои товары. Коробка с игрушками для твари. А я это, ну, как бы, это мне надо или нет? Ну, у меня только на одну хватает. Дороговатый, кстати, магазинчик. Стол для горшков с 3 маленькими горшками. Я какой-то уже купил, кстати. Ну-ка, подожди. Все, мне еще продавать дашь. Ой, ладно. Пока ничего не будем брать. Оставим деньги. Вдруг пригодятся. Так, я все путаю карту с меню паузы. Давай, раз уж так. Инвентарь. Что это? Ну, это вот то, что я набрал тут. Светлячков, кристаллы и грибов. Вот коллекции. Сейчас, может, что дадут за нее? Ну, за это нет. Фестрал, да, кстати, вот я их видел. Это похоже на коня призрачная тварь, которую видят только те, кто познал смерть. А почему я ее вижу? Я смерть не познавал. Кстати, не очень тут много ингредиентов каких-то. Ну, посмотрим, может быть, как-то надо будет люто миксовать. Это я уже забрал, да, получается? Все. Много всего. Что мне надо? Куда-то
куда-то идти, да? Какие-то активности. Подожди. Пипи надо, магазин, там такой бутылек нарисован. Вот давай сначала сюда мы сходим, а потом в магазин пойдем. Посмотрим, что за активность такая. Может быть, есть резон их сейчас пройти, чтобы потом не возвращаться. У меня плащ переливается как этот, как эта маска у Роршаха. Понятно, это тут алкашня местная тусит. Яешками закусим, чё уж. Что уж тут греха-то таит. Ты кто? Где активность-то ваша? Я вот орехи вижу. Сундук давай. Оп. Походу в сундуках только деньги лежат. Это не точно. Подожди, а если разбить? Не. Вон еще сундук. Это все? Вся активность что-то? Непонятно. Может, мне с ней надо поговорить? Так, но бармен со мной не разговаривает. А сюда нельзя просто. Дамочка. Дамочка тоже не общается. Алкаши тоже молчат. Чё я тогда сюда зашел? Ну-ка проверяем, эта активность пропала? Нет. Кабанья голова. Папа гостиницы, которая знаменита своими сомнительными посетителями и общей нечистоплотностью. Так это может и не активности. Это все магазины, как бы, но... Туда, короче, пока не надо идти. Я понял, ладно. Это как бы в будущем эти магазины откроются. Ну, или как-то можно будет с ними взаимодействовать. Пока надо пользоваться только так. То, что показывают. Так, я страницу тут видел, но давай для начала сундук. Малиновое пальто. Я прям как новый русский буду. Вот. Тут где-то страница. Вот. Там еще сундук какой-то. Но туда, наверное, не пройти будет. Или попробовать. Ну-ка, давай еще раз. Ну, там тут под мостом. Ну, надо какая-то способность, чтобы его открывать. Потом, если что. Тут хоть записывай, правда, чтобы ничего не упустить, не потерять. 13 монет. Хотя, ну да, какой вероятностью ты вот этот вот маленький кувшинчик заметишь, да? На такой высоте. Ладно, давай, что там, пипин этот. Прошу прощения, сэр. О, хвала небесам. Когда я услышал звонок, подумал, что это мисс Лаванг. Впрочем, она вряд ли соизволит сюда зайти. Кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Хоксмиде впервые. В самом деле? Что ж, Пирин Пипин к вашим услугам, а мой магазин называется «Зелье Джея Пипина от всех недугов». Безусловно, название указано на вывеске, но дедушка всегда говорил, что его нужно что-то там сделать. Профессор Уизли отправила меня к вам за рецептами, я новый ученик. Значит, это про вас она написала. Сразу же отложил вам все необходимое. В свое время мне постоянно приходилось пополнять запасы зелий. Думаю, вам тоже это потребуется.
Зельеварение — это почти искусство, правда? Я всегда говорю, что зелья способны помочь ничуть не хуже, чем палочка. Really that versatile. Неужели зелье действительно... Возможно, заклинания выглядят эффективно, но будьте уверены, зелье ничуть не уступает им в мощности. Зелья могут исцелять, разрушать, защищать. Скоро вы сами это узнаете. Поскольку вы здесь впервые, я должен сказать, что продаю не только рецепты зелий. У меня есть также готовые настои для самых разных целей, а порой я изобретаю новые. Заходите время от времени, чтобы ничего не упустить. Как-нибудь. Пока давайте я принесу ваши рецепты, хорошо? Когда денег много будет, тогда зайдем. Чем, говорит, могу вам помочь? Это что за халат? Продаем. Он бесполезен. Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившего каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Ну оно бесплатно, слушай. Исцеляющего зелья. Хорошо. Ну вот это вот все, это можно собрать любому, пока ходишь. А вот рецепты снижает время перезарядки заклинаний выпившего. Неплохо, но денег нет. Рецепт мощного зелья, который наносит урон. Ну то есть зелье бахнул, у тебя побольше будет урон. Зелье невидимости. Вот это забавно, кстати. Рецепт зелья, который в течение ограниченного времени увеличивает урон от заклинаний выпившего. Вот это берем. Другое не хватает. Ладно, рецепты есть, а там посмотрим. Потом уже нас наверняка научат, как это все дело готовить. Угу. Ну, рецепты разблокированы, а там дальше посмотрим, что как. Revelio. Тут активность прям можно на каждом углу ожидать. Ну, страница. Мое. Желательно чуть поменьше бегать, помедленнее тут бегать, чтобы прям ничего не пропустить. Вон еще страница летает. Подожди, куда-то отсюда я ее видел. Вон она. Получается вот тут, направо. И еще выше. Да, бля, где он? О. Собрал? Собрал. Да, у меня пиджак переливается, как это, как маска у Роршаха. Так, пошли, куда там? Куда надо-то? Вот там, где колосок такой нарисован. Ну, там, наверное, какие-то ингредиенты. Вон там я даже впереди вижу страницу, но я туда далеко, наверное, не пойду. Или сходить. Так. Слушай, он далеко страницы притягивает. Давай его на ту еще зацепим. Можно назад будет возвращаться. Я уже почти 5-го уровня. Йоколамене. Я как стану большим толстым волшебником. Да тут на одних страницах, походу, прокачать можно первые уровни. Внимательнее надо. Так, то меня туда ведут, то в другую сторону. Подожди, а вот давай вот так вот пройдем. О, как раз страница вот летает. Где она?
Все равно поймал. Вот и 5-й уровень. Revelio. Ну-ка, пацан. Accio. Levioso. Попугая твоего. Сбить. Lumos. Понятно. Я все, что знал, использовал. Miss Peck from Reuben Peck said a customer lost a Dirical around here. Ну ладно, пойдем. Пойдем искать. Слушай, ну пока прям, ну, интересно мир исследовать. Интересно, что находится, где, в какой части. Ну, плюс еще прокачку это добавляет. То есть не просто тупая гринделка, как бы. Качаешься. Он еще летает. Дотянуть? Дотянулся, отлично. Well, hello there. Там впереди страница, вон, я там вижу ее. Прямо тут, повыше. Тоже берем. Можно еще наверх подняться. А, нет. Надо с самого здания заходить. Тогда будешь наверху. Тоже берем. Мне с ним надо поговорить. Pardon me, sir. I'm here for the scene. Professor Простите, сэр, профессор Уизли сказал, что мне нужно обратиться к вам. Ах да, Бадьян для нового пятикурсника, значит это вы. Мерлинова борода. Поступить в Хогвартс на 5-м курсе, то у вас должна быть голова идет кругом от всего. Отнюдь, я воспринимаю все это как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю, не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. Кстати, меня зовут Тимоти Чайлок, и это мой магазин «Волшебная брюква». Я всегда ставлю тележку снаружи, люблю поболтать с прохожими. Что толку все время торчать в магазине? Пропустишь самое интересное. Да, наверное. Помимо семян, у меня еще много растений, сам выращиваю. Специализируюсь на ингредиентах для зелий. Сам Пипин приходил за ними ко мне. Но как насчет пакетика с семенами бадьяна? Это местный барыга. Так, это что такое? Рюкзак типа местный? Ну, мне продавать нечего. Открывать способность выращивать бадьян в маленьких горшках. Пока это бесплатно, я не против. Хорошенько осмотритесь, думаю, у меня найдется много интересных ингредиентов. Ага, только дорогих. Well, that's Откуда everything. такие ценненькие? Better go and find Natty. Не, может быть потом с мобов будет что-то падать, я не знаю. Так, все. Пойдем к этой. Я, говорит, тебе буду экскурсию делать. Поэтому по Хоксмиду. А в итоге сама слилась просто на первом повороте. Никакой тебе экскурсии. А, я думал, это она. Тут потом, если научиться открывать эти замки, то потом можно еще тут много чего пооткрывать, ходить. А, это птица, я думал, книги летают. Я прям уже эти страницы ищу. Вот она. Мое. Вон тут можно что-то сделать. Revelio. Страница руководства. Ладно. Ну, а так, записочки просто. Все, вроде я ничего такого тут поблизости не вижу. Пошли. Сколько, интересно, всего страниц спрятано. Handy resource indeed, your field guide. Ну-ка, написано или это?
Ну вот, испытание. Наверное, тут. Клоунский наряд нашел. Не знаю пока где это смотреть, но ладно. Не важно. Короче, вот это, в принципе, можно не осматривать. Все равно это будет регулярно пополняться. Просто смысл заходить в эту менюху, каждые 2 секунды ее смотреть. Давай. Я все забрал. Теперь понимаю, почему ты не можешь выбрать любимый магазин. Favorite shop. Нужно погулять здесь еще немного. Может быть, сегодня мне удастся сделать окончательный выбор. I finally pick one. О-оу. На нас и грядет. Ну, хоть какая-то активность, а то мы что-то... Даже ни с кем не дрались уже целый час. Подозрительно. Бомбарда. Выманите его подальше домов, уведите его отсюда. А мы ничего не будем делать? Он второй. Или это тот же? О, крутые моменты пошли. А, вот, точно, я вспомнил уже боёвку-то. Где он? Он пробил мою защиту, падла. Что-то я тут не совсем понимаю. Просто достаточно вот так стучать и все. Что-то я не понимаю, подожди. Парирование же, правильно? Нет. Trying to beat him at his own game. Я сейчас подохну просто. Это не работает. Это что-то вроде парирования, только я походу подох. Почему возле меня круг какой-то постоянно разный загорается? Took him long enough. Ну, видимо, это окошко для парирования. Все, замочили. Плюс-минус боевка, понятно. Древняя магия. О, сейчас кому-то будет больно. Все. Благодарите меня за всякое. Святые небеса, второй тролль. Вы двое справились со взрослым троллем сами? I suppose so. Вроде того, если честно, все как в тумане. To be honest. Merlin's beard. Мерлинова борода, вы в порядке? We are.
and we were Да, glad to и help. мы бы были рады Help is a помочь. bit of an Помочь, understatement. по-моему, это слабо сказано. Такая смелость говорит о задатках мракоборца. Если вы двое невредимы, может, согласитесь помочь мне немного прибрать здесь? Of course, officer. Конечно, констебль. Сингер, констебль Сингер. И еще раз спасибо вам. Слушай, ну я знаю, как это... Вот так, чик. Repair. О, сейчас мы все площадь починим. I will see what he wants. Все, закончено. Устраните ущерб. Надо, по-моему, один раз нажать, да? Я попробуем. Да, один раз нажимаешь, и все само делается. Хрена, он весь дом расколотил. Я тут ни при чем. Repair. Так, и вот тут еще. Это надо собирать? Коробочки какие-то разломал. Еще. Не совсем понятно, на какую длину магия действует. Ну, типа, сколько у меня... Как близко я могу подпускать противника к себе. Всё, вроде все починили. А где, кстати, этот, какого, которая с нами-то была? А, вот она уже тут. Worth talking about. Помогать мне не захотела вообще. Деловая какая. Ща мы чайку бахнем. И обнесем магазин. Это что, выход? Да, выход на улицу. Каждый магазин имеет черный вход, причем 2 входа рядом. Здрасте. О, подожди. Тут можно что-то делать. Revelio. Стой, вон чемоданчик откроем. Что-то еще можно тут сделать? Мгм. Я думаю, надо вот типа выпивать возле таких сундуков, выпивать зелье, которое тебя делает ну, невидимым. И все, и потом подходить к ним. Hello, sir. Здравствуйте, I don't сэр. believe we've met. Кажется, мы не знакомы. Позвольте представиться, Август Хилл, выдающийся портной. Также позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость, проявленную в борьбе с этими троллями, и, безусловно, за помощь в восстановлении порядка в Хоксмиде. Хорошо, что удалось вам помочь. Говоря, вы достойны ордена Мерлина, но я могу предложить вам нечто куда более практичное. В моем магазине одежды для волшебников шапка-невидимка есть поистине уникальные вещи, обеспечивающие, скажем так, защиту. И однажды это может спасти вам жизнь. Боюсь, это будет отнюдь не последняя опасная встреча в вашей жизни. Поэтому я хотел бы подарить вам комплект мантий в качестве благодарности за то, что вы сегодня сделали. Да, окей. Thank you, Mr. Спасибо, мистер Хилл. Это очень щедро с вашей стороны. Это самое меньшее, что я могу сделать. Давайте подберем вам подходящий что-то там комплект, наверное. Так у меня вот это и уже есть. Чем мне его покупать-то? Это же у меня есть. Шапку можно надеть, кстати. Купить. Ну ладно, пока это бесплатно, я не против. Так, новый предмет снаряжения, пора его использовать. Ну,
Это надо обязательно сделать, иначе мне ничего не дадут. Ваши текущие показатели защиты нападения отображаются в правом углу экрана. Хорошо, выберите ячейку. Вот это там, ладно. Шапки-то нет. А, для плащей и мантии, вот это. Ну, это-то явно лучше. Ой, это даже защиты нет. А, мне обязательно, да, надо ее надеть. Ну, я потом поменяю. Ну, тут всяческие шапочки и так далее, но денег мне на это не хватит. Да, необычное вышло знакомство с Хоксмидом. По-моему, мы заслужили как минимум по кружке сливочного пива, особенно ты. Алкоголики какие-то. Зайдем в 3 метлы? Sounds like a good Хорошая idea. мысль. Чудесно, тогда идем нам туда. В этой аж рожа трясется, лишь бы побухать. Worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to book. Так, подожди, давай мы... Стой, не то. Где-то снаряжение. Это... Надо определиться. Вот это мы дело одеваем. Чарли шоколадная фабрика какой-то. Только мы это не носим. Разноцветные, да, чернобурки какие-то. Что это такое вообще? Да, невидимый головной убор, все. Очки у нас есть? Нет никаких. Возможно, очки позже дадут. Тут ничего. Вот мантия. И тут нападение опять, и тут. Без обновлений, что-то защита. Не знаю, пусть будет так. Ну, свитера защиты 4. Что нам следуйте за Нати в 3 метлы, а? Ты бухать. Если внутри не совсем уж столпотворение, возможно, тебе удастся познакомиться с Сириной, хозяйкой. Она сама любезная, к тому же очень сильная ведьма. Мы как-то можем ускориться немножко? О, опять этот мужик в цилиндре, он в самом начале был, когда мы уезжали. Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиде. Что тебе нужно что-то, что всех отвлечет. Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справился ученик. Что это за ребенок? Что ты от меня скрываешь? Учти, что если ты не сможешь справиться с ребенком, то ты мне не нужен. Идем. Вот прям, наверное, 2 главных злодея в игре. Они нас заметили? Нет. О чем этот гоблин мог говорить с Виктором Роквудом? Ранрок заодно с Роквудом? Про этого гоблина писали в ежедневном пророке. Так и думала, что я его где-то видела. Идем, лучше поскорее зайти в 3 метлы. Окей. Подожди, бар по-другому выглядел. Рада было тебе повидать, Лолу. Непременно. Спасибо, Сирона. Береги себя. Что-то какие-то злые гоблины, какие-то не злые гоблины. Так, что вам? О, надо же, новое лицо.
It's my Я father. тут впервые. Welcome. Добро пожаловать. Butterbeer's on me. Сливочное пиво за счет заведения. Heard about Малолетних the attack. спаивает. Смотри, я I believe слыхала о the нападении. shopkeepers Надо arrested. будет узнать, как там остальные See торговцы. you two escaped Рада, on что вы your own. двое не пострадали. Вот кому я этим обязана. Это же надо в одиночку одолеть тролля. Правда? Впечатляет. Thanks for this. Спасибо за пиво. Всегда, I пожалуйста. will say, Да уж, тролли в Хоксмиде такого еще не бывало. it's never happened before. Something's not right. Что-то дурное здесь творится. Обычно, если нам и приходится иметь дело с кем-то опасным, так это What time, mate? стоило помянуть. Was that Lodgok I saw? Неужто откуда только что вышел Лодлок? Your clientele Ну и pretty посетители у serious, тебя теперь Сиона. Worry, Victor. Не волнуйся, Виктор, как только вы двое отсюда уберетесь, здесь по-прежнему будет исключительно приличная публика. I wouldn't do that if I were you, На Theophilus. твоем месте, Теофил... Тише, тише, ни к чему устраивать драму. Tricks. I'm only here for this Мне one. нужен вот кто. My friend is enjoying Не мешай человеку banana пить сливочное пиво. Only want a quick word. Я хочу лишь... Ты меня, похоже, не расслышал. Я сказал, человек занят. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed. Ну, вам что, драк на сегодня не хватило? Come, Theophilus. Идем, Теофил, 3 метлы уже не те, что прежде. Потратить деньги можно еще где-нибудь. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butter. Всю жизнь за кружкой все равно не просидишь. Это он не очень похож на какого-то главного злодея. Более, но у него какое-то выражение лица добродушно. Кажется, вы нажали себе серьезного врага. Будьте осторожны, Руквуд и Харлоу хуже любого тролля. Тролли, Ранрок, а еще теперь и Руквуд. Что ты от меня скрываешь? I promise to tell you everything. Честное слово, я все расскажу, но лучше не сейчас. I'll do that later. I think that now might be a good time to Думаю, самое время возвращаться в Хогвартс. Так, некоторые задания, чего там? Понятно. Некоторые задания что-то не имеют компасного пути, по-моему, там было написано. И, типа там тебе нужно самостоятельно метку вроде поставить. Что там стоит, что-то дергается все. I am certainly glad Я так рада, что там была Сирона. That she isn't И что она не боится мерзавцев вроде Руквуда и Харлоу. I want to understand. Я хочу разобраться, что происходит, и надеюсь, ты мне расскажешь. Но сейчас нам пора обратно в Хогвартс. Если профессор Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы она за нас переживала. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. А, сразу же быстрое перемещение, да? Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. Так а что, раньше нельзя было это сделать? Типа переместиться в город, чтобы туда-сюда не бегать? Южное крыло, это... Ну да, вроде тут моя опочивальня. Хоть фаст-тревел есть, то прикинь, сейчас через лес бы мотать и потом еще по замку носиться. Такое себе. Ну все, он уже в кровати. И уже походу день. Шестой уровень. Лихо. Ну, читать почту. Что за почта? Того какую-то получили. Сообщения через совиную почту обычно приходят, когда у персонажей, с которыми вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы видеть его сообщение. Зайдите ко мне. Кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготтсе. Хорошо. Знать бы, где его искать еще. Там кто-то веселится. По-моему, не в этой комнате. Подожди. Нет, тут ничего такого нету.
А, ну он отмечен как основное задание, этот профессор Фиг. Так, отсюда наверх, и потом вот сюда мы идем, попадаем в главный зал. И тут можно спуститься или подняться. Seems that's А, all ни there is to хрена. be. То есть можно подняться только с одной стороны? Серьезно? Так. Что за призрак тут? Как дела, мужик? Так, давай, наверное, карту, да? Какие у нас вообще задания еще есть? Угу. Не шибко что-то. Ладно, сейчас попробуем какое-нибудь побочное задание по дороге найти, вдруг получится. Revelio. Там какой-то шарик. О, Добби исчез. Не, назад надо. И, по-моему, вниз. За стенкой. А как туда попасть-то? Если я правильно иду, по-моему, где-то тут еще было перемещение быстрое. Музыкальный зал вообще. Revelio. Оп. Я хотя тут страницы не видел, я просто на шару взял, сделал. Угу. Здесь тоже, кстати, страницы могут летать. Да, пока не видно. Тоже опять на шару. Может, и тут прокатится? Нет. Может, возле каждой там делать так. Уи, страниц нету? Нет. Тут кто-то есть. Тут мистер Хэнки, что ли? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meal. He tried to stop me. Постоянно в сортир заходишь, кто-нибудь, ну где-нибудь, что это, торт? But he Кто-то failed пожрал и his читал книги. containment charm. А кто разговаривает, что-то я не пойму. Havoc and harm. It was granted my privileges. Revelio. Кто разговаривает-то? Fire up the cannon, and so she agreed. To draw Может, он the там? contract Вот здесь? third. За зеркалом? I behave and wonderfully scream. Whee! Ну, не знаю. Ладно. Где-то тут я, по-моему, пробегал по этому коридору и этот не запустил быстрое перемещение. Сейчас посмотрим. Revelio. Бля, тут реально заблудиться можно. Хотя, наверное, раз 5-6 вот так пробежишь туда-сюда, и потом все видно. Ну, как бы понятно, как оно устроено. Так, отсюда надо как-то наверх подняться. Я здесь уже был. Что-то я никого не вижу с побочными заданиями.
В принципе, наверное, хорошо то, что их немного. А то заданий было бы много, но они были бы неинтересны. Вот здесь я не открыл. Что у них? Туалет опять. Revelio. Что за звоночек тут был? А, понятно. Скорее всего, звонок и вибрация геймпада была, потому что тут сундук есть. Все, я выхожу, не ори. Блин, а где его найти-то, этого фига? Он тут? Revelio. У него ничего волшебного нету. А что это? Периодически я вот так вот делаю ревелио или как? Какой-то чик, звоночек есть. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставника, чтобы и помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк. Может, это брат Сириуса Блэка? А вдруг? Revelio. Вот что за звонок? Он же что-то открывает. Не знаю, я не вижу. Подожди. Прямо комнату проверим. Потом зайдем. Вот сундук валяется. То вдруг сюда больше никогда нельзя будет попасть. Денег-то немного. Кстати, у меня 0 лечилок. Не знаю, как их восстанавливать. Профессор, как же славно вас видеть. Я уж как рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении, надо же, тролли, да еще и в Хоксмиде. Тролли были в доспехах, с тем же самым свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро, с его помощью Рок управлял драконом. Ну как? И зачем отправлять троллей? Это из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрока с Виктором Реквудом. Так и Ранрок был в Хоксмиде, да еще и с Реквудом. Тролли должны были всех отвлечь, пока Роквуд разделается со мной. И он бы разделался, не вмешайся Сироны и посетители. Прискорбные новости, если за вами охотятся гоблины Ранрока и темные волшебники, значит им нужно содержимое того сейфа. Ну вот который мы вначале открывали. Ранрок и Роквуд охотятся за медальоном. Ну давай. Им нужен медальон. Вы говорили кое-что. Обнаружили в нем. Да-да. Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумано. Безусловно, это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку, а точнее в запретную секцию, немного дальше. Я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Идем. Ценю ваш энтузиазм, и мне тоже не терпится узнать, что же там может быть, но... После тех событий в Гринготсе, не говоря уже о том, что случилось с Мирием, одно я знаю точно, наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы сперва вы немного позанимались с профессором Гекат. Но, сэр, что может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправляемся туда просто за книгой, нужно быть готовыми ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство. Я сообщу профессору Гекат, что вы к ней что-то там. Подожди. Ну к нему, значит, потом, после того, как мы пройдем какие-то побочные задания, что ли. Мне вниз надо, походу.
Так, давай посмотрим. Какое-то стрекотание было. Будто кто-то с крылышками летает. Вот прям на выходе. Revelio. Ну ладно. Так, давай определимся, что, какое задание отобрать вообще. Это что у нас такое? Угу. Вот мы как раз его и отслеживаем. А вот это пока основное нельзя пройти. Пока побочное не сделаешь. Вот так. Не, ну в принципе хорошо то, что тебе объясняют, то, что нечего ломиться. А то можно так полкарты пробежать, а потом это ничего не найти. Revelio. Ничего вроде такого подозрительного нету, да? Давай вот этот попробуем. Are you all right? Ты в порядке? Разве ты не знаешь, кто я? Зенобия Ноук, девчонка, которую вся школа ненавидит просто так. Разве ты не... Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Почему Why? ненавидят-то? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и зануд. И самый ужасный из них Леандр Пруэт. Тупица бездарный. Я хотела с кем-нибудь подружиться и принесла свою коллекцию в гостиную. Я имею в виду коллекцию плюй камней. Надеялась, что кто-нибудь захочет поиграть. Ты знаешь, что такое плюй камни? Такие маленькие шарики, похожие на стеклянные. С ними весело играть. А если поиграешь, они обрызгают тебя вонючей жидкостью. Звучит интересно. Sounds like a fun challenge. Звучит занятно. Именно это я и пыталась всем объяснить. Но люди бывают так жестоки, их всего лишь обдало вонючей слюной, плюй камней с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. Мельда одна из самых противных неудачниц, да и Эверетт с историей ничем не лучше. И вот эти жалкие неудачники забрали мои плюй камни и спрятали по всей школе в самых высоких местах. По-моему, они перегнули палку. Мне кажется, они все-таки переборщили. Это уж точно. В общем, не представляю, как мне их вернуть. Я пока не знаю необходимые заклинания, вот почему нужно, чтобы какой-нибудь самоотверженный и талантливый пятикурсник мне помог. Не знаешь, как до них добраться? Знала бы, сама бы их забрала, ну понятно. Негодяй, спрятавший мои плюй камни, так высоко умудрился, как же таким-то образом. Короче говоря, буду благодарна за помощь, возвращайся, когда найдешь все мои плюй камни. Я скоро вернусь к своим любимым играм в камешки и змеиную яму. То есть еще одна активность, 6 камней искать. Ну, давай попробуем, пока задание мы то брать не будем. Надо подводить достаточно, да? Спрятать высокие места. А как они выглядят? А вот, подожди, это оно? Понятно. Я хотя бы понял, как они выглядят. Сейчас сделаем. Не думаю, что это очень сложное прям задание. Но, возможно, в некоторые места нельзя будет попасть. Посмотрим. Где-то наверху. Тут я могу подняться?
better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Чё, еще выше? Вот это не он? Revelio. Может, мне еще выше? А, вот он. Я на самый верх пока не поползу. Туда, возможно, позже надо будет. Даже, скорее всего. Где-то тут вот камень должен быть. А, вот он. Готово. Имя у нее странное, Зенобия. Странно, дверь открывается. Сначала она сначала прогружается то, что будет перед дверью, а потом уже идет открытие двери. Так. Сюда мне надо идти? Нет. На лестницу надо. Что-то я тут быстро так пробегаю. Уже возможность. Вон, тут какая-то бумажка. Разберем. Все, пошли за камнем. А то так можно очень долго тут бегать. Одно, второе, третье собрать. Так, а где он? А, еще мне выше надо. Подожди, давай тут посмотрим страницы. Не знаю, не вижу пока. Да ладно, еще выше. Ну, девица. Не, ну, в принципе, тоже здесь замок открывать надо. Revelio. Ну, какая разница? Подожди. Может, это загадка? Не знаю пока, как это решать. Если это вообще возможно решить. Это ребус, да, какой-то? Ладно, потом. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где камень-то? А, ну я вот чисто на этот... Случайно сейчас в какую-то сторону долбанул, и все равно он достал его. Revelio. Lumos. Как я открывал-то? Подожди. О. Помню. Мне наверх надо, да? А как еще выше? Я думаю, что все, сейчас как бы, ну, конец пути и все, хотя тут 5 кубик бросить. Ну, тут снова ребус. Еще 2 кубика осталось, 2 мячика, 2 шарика осталось. Блин, да куда она его дела-то?
Он где-то еще выше. Стой, мне вот в этот зал надо. А отсюда еще выше. Блин, ну конечно тут лабиринты какие-то вообще. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Если бы не было этого указателя, я бы вообще, наверное, не разобрался тут. Куда идти? Можно, наверное, часами блуждать. Вон. Так, и последний. Он, наверное, тут где-то. Revelio. Где его искать? А, вот он. That's the last of Zenobia's gobstones. Пора вернуть их. Сейчас через весь замок чесать. Да, не ближний путь. Что поделать? Пойдем квест сдадим. Я не думаю, что прям чего-то за него много дадут. Это как-то можно открыть? Если он упадет прям с этой лестницы, она во время полета построится под ним или нет? Надо еще сейчас будет подумать, как этот ребус решать. Может, мне вообще туда рано. Хотя, если... Этот какой? Если... Открытый мир, то тут без разницы. Ты как бы всегда вовремя. Просто тебя куда-то не будут пускать и все. Подожди. Мне сюда, что ли? Да, походу. Нет, я не знаю такого мода. Видел мод там, где они где они оголяют этих персонажей. Вот этот мод я видел. Да, зачем моды эти? Они только будут без того нагруженную игру нагружать. Котейка вот можно гладить. Тут активности просто, блин, вообще вагон. Побочек не очень много, но вот эти вот... Hello, Zenobia. I found all your все твои камни, правда, даже не верится. И как же тебе удалось их достать? По замку побегал, поискал. Здравый смысл и примитивные заклинания. Ну, ты отдашь мне мои камни? Я оставлю их себе. Ладно, забирай. Разумеется, эти не твои. О, как замечательно. Все свои дальнейшие победы я посвящу тебе. Кстати, о победах. Теперь, когда мои камни снова у меня, может кто-нибудь в гостиной согласиться сыграть со мной. Отличная идея. Учитывая, как трудно было их вернуть, думаю, кто-нибудь непременно захочет играть. Хорошая идея. Правда? О, нам будет так весело. Будем хохотать до упада, пока оплюют всех неудачников. Конечно, я никогда что-то там... Отлично, я пойду. Пожелай мне удачи. Да-да-да, графон как бы норм, и вот у меня как бы все на пределе, в принципе, работает. Тут вот всякие подобные... Куча вот много всяких активностей, как бы. Вот. Какие-то ребусы, там вот какие-то штучки туда-сюда, страницы какие-то собираешь. Одно, второе, третье. Вроде все хочется посмотреть, подергать, как это работает, но
за всех активностей прям не ухватиться. Ну, в принципе, это говорит о том, что даже по идее игре DLC пока и не нужно, потому что тут и так всего хватает. Замок уровень 2. Надо будет посмотреть еще. Я даже уже забыл, где эти вот эти ребусы находятся. Не хотел маленько покумекать, как его делать все-таки. Дикая собака Динго. Вот это что такое? А, я думаю, сюда нельзя, да? Надо еще, кстати, посмотреть, как пополнять хилки себе. Серое облачение взял. Ну, замок огромный, правда, очень большой. С учетом того, что у тебя еще за этим замком открытый мир. Полноценный. Вот кто-то летает, вот крылья какие-то слышно. Да здесь? Нет. Над правым ухом. Угу. Причем близко. Типа стрекозы какой-то по звуку. Но меня же не глючит. Причем второй раз уже такой этот. Слышно то, что крыльями херачит. Ладно. Что там у нас? Следующее задание. Сейчас я его просто включу. Ага. Вот карта мира просто, даже если посмотреть. То есть это только Хогвартс. А вот северный, долина. Вот это вот болото. Тут еще... Ох-хо-хо. Ох-хо-хо-хо-хо. Ох-хо-хо-хо-хо. Жесть вообще. Тут еще очень много для исследований, с учетом того, что сам Хогвартс сколько занимает места. Ну, это, наверное, единственный проработанный максимально замок. Все не так будет, прям такое объемное. Че, в какой лес? Ладно, надо закругляться на сегодня. Завтра на работу с утра вставать. Поэтому на сегодня хорош. Подожди, почему у меня отметка это горит? А, Форест. Ну, не знаю, я пока выживач-то никакой не планировал играть, потому что мы тут еще с Васей Вальхейм не закончили. Тут Atomic Hearts еще завтра выходит. Не знаю, может быть, но только не прямо сейчас, не прямо в скором времени. Можно как-нибудь открыть, посмотреть, что там как. А он Форест этот в Стиме, да, куплен? Если в Стиме, то не факт, что получится. Ну, Atomic ждали, и Atomic должна была выйти норм. Ну, попозже. Скоро там запилят ее, где надо запилить, и тогда уже полобаем. Ладно, будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии пишите. Всем удачи, пока.